Привет, это Анаквест. Это мой обзор на аниме Кайдзю. Если вам нравятся мои обзоры, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений. История начинается в этом спокойном городе, на который нападает монстр по имени Кайдзю. По всему городу звучит сигнал тревоги, и люди спешат в безопасные места. Эта тварь огромная и крушит все на своем пути. Поэтому силы обороны прибывают и начинают стрелять по ней. Это не первый раз, когда человечество сталкивается с подобным. Поэтому зрители ждут, какое подразделение сил обороны появится. Это третье подразделение, и они готовы уничтожить Кайдзю. Одна девушка из этого подразделения приходит с огромной пушкой и использует ее невероятную мощь, чтобы пробить дыру в Кайдзю и уничтожить его. После всего этого наш главный герой Кафка поражен размерами этого монстра. Части тела разбросаны повсюду. Он говорит своей команде, что им придется работать сверхурочно. Это точно. Жители города радуются за третье подразделение, потому что они выполнили свою миссию без потерь. Кафка подходит к ним, пораженный собравшейся толпой, а герои уходят от поверженного монстра, Кафка направляется к нему. Потому что его работа еще не закончена, когда битва заканчивается. Он и его команда делают грязную работу, о которой никто не заботится и которую никто не ценит. Они разбирают поверженных кайдзю и избавляются от них. Кафка делает свое дело, берет образец монстра и помещает его в дрон. Их работа не такая яркая, как борьба со зверем, но это тоже своего рода битва. Это становится ясно, когда Кафка замечает, что кто-то трогает то, что трогать нельзя, и это взрывается, причиняя кому-то боль. К счастью, Кафка уже сталкивался с подобными травмами, поэтому он справляется с ситуацией. У этих ребят впереди много работы, и Кафка злится, что начальство хочет, чтобы они убрали этот огромный беспорядок всего за неделю. В этот момент Кафке говорят, что ему нужно отправиться в другое место, потому что у них не хватает людей, и он в шоке, потому что его отправляют в кишечник. Кафку уводят, а остальные начинают говорить о том, в каком состоянии кишечник. Кафка приходит в кишечник и сразу теряет аппетит, но он трудолюбивый, поэтому преодолевает дискомфорт и выполняет свою работу. Вечером Кафка приходит домой уставший и пытается избавиться от запаха работы. Он смотрит новости о третьем подразделении и их капитане по имени Мина. Этой девушке всего 27 лет, и она не просто капитан, она убила сотни кайдзю. Оглядываясь назад, можно сказать, что они с Кафкой были близки, и она была очень расстроена, когда они пообещали вместе надрать кайдзю задницу. Теперь Мина на пике популярности, и все говорят, что она главный претендент на должность командира сил обороны. Кафка удивляется, как он оказался на другой стороне, но не хочет об этом думать, потому что это слишком грустно. Он говорит себе, что Канан — это важная работа, которая помогает людям. К тому же он может есть свою любимую еду и жить в квартире, которая ему нравится. Кафка решает, что этого достаточно, и ложится спать. На следующее утро Кафка приходит на работу и знакомится с новым сотрудником, который будет работать неполный день. Его зовут Итикава, и он очень хочет служить в силах обороны. Коллега Кафки говорит, что у Кафки была такая же мечта, как у него. Но Кафка сдался и стал ветераном в клининговой компании. Итикава спрашивает, почему Кафка ушел. Кафка признается, что понял, что его способности ограничены. Он старался изо всех сил, но всегда найдется кто-то лучше. Кафка пытается сохранять позитивный настрой, но Итикава не сдается. Он заявляет, что никогда не сдастся, несмотря ни на что. Поэтому он не понимает логику Кафки. Он даже не хочет понимать, поэтому просто уходит переодеваться. Все думали, что они будут близки, потому что у них была одна мечта. Но Кафка злится, потому что знает, что не может ответить на вопрос парня, не выглядя жалким. Кафка вынужден задуматься и задается вопросом, так ли уж плохо было уйти. Они все идут на работу и обсуждают план на день. Они решают, какие части оставить для исследований, а какие уничтожить. Итикава остается с кишечником. Кафка рад, что у ребят хорошее настроение. Но потом он понимает, что ему снова придется работать с кишечником второй день подряд. Они говорят, что это потому, что он профессионал в этом деле. Кафка клянется, что покажет всем, на что он способен. Босс ругает Кафку за его жалобы, но также хвалит его за трудолюбие. Если бы он сдал экзамен, то стал бы отличным офицером сил обороны. Позже Кафка радуется, что Итикава не в восторге от работы с кишечником. Но он сам занимается этим мерзким делом и старается не блевать. Тогда Кафка замечает, что парень принес мало еды. Итикава грубит и говорит, что не голоден. Но Кафка протягивает ему витаминный напиток и настаивает, чтобы он ел и пил как можно больше. Иначе он не выдержит этот чертов рабочий день. Кафка даже предлагает ему беруши.
Итикава отказывается, но Кафка настаивает, говоря, что это поможет. В конце рабочего дня все убираются, и одна команда уходит первой. Кафка рад, что самая неприятная часть уборки уже позади. Затем появляется Итикава, и Кафка думает, что он хочет реванша после их маленькой борьбы, но Итикава удивляет его, поблагодарив за помощь в течение дня. Перед уходом Итикава упоминает, что силы обороны изменили возрастной ценз для вступления. Теперь он составляет 33 года. Итикава знает, что это не его дело, но он заметил, что Кафка выглядел грустным, когда говорил о силах обороны. Итикава прямо говорит ему, что он может уйти, если захочет. Но Кафка благодарит его и говорит, что Итикава лучше, чем он думал. Итикава пытается сохранить свой дерзкий вид. Он напоминает Кафке, что ему все равно. Но тут, откуда ни возьмись, появляется чертов монстр и нападает на него. Кафка бросается на помощь и спасает его в последний момент. Но Кафка весь в крови. Итикава был шокирован так называемым яю, и Кафка должен спасти его от нового нападения. Кафка говорит ему бежать за помощью, но тот отказывается оставить Кафку. Кафка напоминает ему, что он должен вступить в силы обороны. Но он ничего не сможет сделать, если умрет. Кафка снова требует, чтобы Итикава ушел, и тут наконец соглашается. Кафка ведет ужасного зверя по улицам, едва уклоняясь от его атак. Ему удается отдышаться, нырнув в узкое здание, разбив стекло и на секунду потеряв монстра из виду. Воспоминания. Кафка и Мина потеряли свои школы и дома. Кафка злился на Кайдзю, но только потому, что они помешали ему закончить игру в покемонов. Мина была разочарована, потому что это все, что его волновало. Но Кафка старается сохранять позитивный настрой. Что касается Мины, то она грустит из-за смерти своей кошки по имени Мияка. Они оба становятся серьезными, глядя на разрушения, причиненные Кайдзю. И они оба одновременно решают вступить в силы обороны. Они начинают ругать друг друга за эту безумную идею, потому что они оба еще слишком молоды. Но в конце концов они решают устроить соревнования, чтобы узнать, кто станет самым крутым офицером. Кафка был уверен, что у них все получится, и заявил, что они вместе уничтожат всех Кайдзю. Вернувшись в настоящее, Кафка понимает, что все должно было быть не так. Но он должен бежать, потому что монстры разрушают здание, чтобы добраться до него. Кафка решает дать отпор монстру, думая, что должен ударить его по ногам. Но черт возьми, у него нет шансов, потому что монстр сразу же нападает на него. Кафка думает, почему все так закончилось. Он кричит от боли, когда монстр наступает на него, ломая ему ногу. Кафка теряет всякую надежду, потому что монстр собирается его съесть. Но тут, откуда ни возьмись, появляется Итикава и спасает его в последний момент. Кафка называет его идиотом, но Итикава объясняет, что уже вызвал подкрепление. Кафка имел в виду, что он идиот, раз вернулся. Но Итикава говорит, что если бы он бросил Кафку, то никогда бы не стал офицером сил обороны. Тогда Кафка вспоминает, как получил отказ от сил обороны и его мечты рухнули. Он проклинает себя за то, что был таким бесполезным, пока Итикава сражался с монстром. Кафка злится, потому что он совсем не изменился. Он даже не смог защитить кошку своего друга, а теперь не может защитить новичка на работе. Его раздражение нарастает, и он издает первобытный крик ярости, когда зверь собирается убить Итикаву. Но тут монстр взрывается на куски, оставляя обоих парней в шоке. Затем женский голос объявляет, что цель уничтожена, и Кафка удивляется, когда видит Мину с командой третьего отряда. Она приказывает своим людям позаботиться о раненых, а сама с остальными отправляется на поиски новых монстров. Они проверяют Кафку, но он в тяжелом состоянии и не отвечает. Той ночью в больнице Йокогамы Кафка поражен тем, какой потрясающей стала Мина. Она в мгновение ока уничтожила этого ужасного монстра. Кафка понимает, что она ушла туда, куда ему никогда не добраться. Он думал, что остался совсем один. Но потом он с удивлением обнаруживает, что Итикава рядом с ним. Итикава говорит, что если бы Кафка не спас его и не велел бежать, он бы сейчас был мертв. Кафка еще больше удивляется, когда Итикава говорит, что он крутой. Кафка думает об их соревновании за звание самого крутого офицера. Итикава считает, что Кафка должен стать офицером, но снова говорит, что это зависит от него. Кафка выходит из своего негативного настроя и бьет себя, задаваясь вопросом, как долго он будет смотреть в другую сторону. Он благодарит Итикаву и говорит, что тот чертовски хороший человек. Кафка все еще не думает, что сдаваться это плохо, но он прекрасно понимает, что не может себя обмануть. Поэтому он делает шаг вперед и уверенно заявляет, что снова будет стремиться стать офицером сил обороны. Но прежде чем он успевает насладиться своим героическим заявлением, он приходит в себя, когда видит, что над ним нависает монстр. Эта тварь говорит, что нашла его, и засовывает себя прямо в рот Кафки.
Итикава спрашивает, все ли с ним в порядке, но Кафка явно не в себе, задыхается и мечется, как одержимый. Итикава проверяет его и с удивлением обнаруживает монстра в постели Кафки. Кафка просто смотрит на Итикаву, а потом на свое отражение. В конце концов, они оба приходят в себя. Кафка пытается успокоить Итикаву, говоря, что это всего лишь он. Итикава успокаивается. Но тут появляется какой-то старик и вызывает силы обороны. Оба парня начинают нервничать, думая о том, что силы обороны делают с Кайдзю. Они в панике. Итикава говорит Кафке бежать. В другом воспоминании Кафка учит Мину, как победить Кайдзю. Он учит ее атаковать ноги и связывать монстра. Мина в ужасе от мысли о сражении с монстром. Кафка обещает ей, что будет рядом, когда придет время. Вернемся в настоящее. Мина думает, что все это было ложью. Но потом она узнает, что в больнице Якогамы заметили Кайдзю и заявляет, что справится с этим. Она отправится с офицерами и уничтожит Кайдзю. Когда команда Мины готова, она собирает их и говорит, что в больнице находится Кайдзю, и их задача — уничтожить его, не причинив вреда людям. Тем временем в больнице Кафка и Итикава все еще спорят со стариком. Они пытаются объяснить ему, что это просто недоразумение, и Кафка выглядит как можно безобиднее. Но это сложно, когда у Кафки такое лицо. Все становится еще хуже, когда у старика случается сердечный приступ, и он умирает. Кафка пытается проверить его, но случайно задевает стену и разбивает ее. Он не может поверить, что с ним происходит такое, но теперь вся больница обращает на него внимание. Поскольку силы обороны, вероятно, уже в пути, Итикава предлагает Кафке уйти. Кафка соглашается, потому что оставаться здесь будет только хуже. Но когда он пытается открыть окно, он забывает о своей сверхчеловеческой силе и ломает еще больше вещей. Итикава отмахивается и говорит, что им пора уходить, потому что присутствие Кафки всех пугает. Они оба выпрыгивают через дыру в стене и направляются в город. Силы обороны узнают, что Кайдзю сбежал из больницы и направляется прямо в город, и готовятся его перехватить. Тем временем Итикава бежит по улицам города, удивляясь, когда Кафка превратился в Кайдзю. Он знает, что сегодня утром Кафка не был Кайдзю. Он даже оборачивается, чтобы спросить, тот же Кафка внутри или нет. Но даже Кафка не уверен, кто он теперь. Его тело само по себе выходит из-под контроля, и он даже съедает случайную птицу без всякой причины. В конце концов, Кафка возвращается к своей менее чудовищной форме Кайдзю, но есть еще одна проблема – ему нужно в туалет. Итикава говорит ему потерпеть, потому что у них нет времени на остановку в туалете. Но Кафка говорит, что его тело, скорее всего, не послушается, и он просто помочится на дорогу. Но сказав это, он понимает, что у него сейчас нет яиц, и Итикава задается вопросом, как он собирается избавиться от ящерицы. А потом все летит к чертям. Кафка падает на землю, смущенный до чертиков, и мечтает стереть этот момент из своей памяти. Но Итикава напоминает ему, что им нужно идти дальше, пока не прибыли силы обороны. И, кстати, Кафка спрашивает, может ли он присоединиться к силам обороны в таком виде, но это невозможно. Силы обороны обучены уничтожать Кайдзю, как и он. Если они его найдут, то сразу же уничтожат. Это жестокий поворот судьбы для Кафки, потому что, хотя он наконец нашел в себе силы попробовать еще раз и присоединиться к силам обороны, теперь он навсегда исключен из-за своего тела. Итикава не знает, как утешить Кафку, но находит для него укромное место, где он может отсидеться, но прежде чем они уходят. Кафка замечает что-то позади них и понимает, что это не к добру. Итикава спрашивает, не силы ли это обороны, но понимает, что это настоящий Кайдзю. Силы обороны узнают о второй атаке Кайдзю и разделяются, чтобы справиться с обеими ситуациями. Вернувшись в город, Кафка каким-то образом понимает, что этот новый Кайдзю из той же породы, что и тот, который напал на них с Итикавой раньше. Итикава видит в этом их шанс сбежать, потому что это разделит силы обороны. К тому же, поскольку Кафка уже зачистил территорию своим присутствием, никто не погибнет от этой атаки. Они должны позволить силам обороны разобраться с этим. Кафка неохотно соглашается и начинает уходить. Тем временем маленькая девочка переживает ад, потому что ее семья не эвакуировалась. А ее мама застряла под чертовым шкафом во время всего этого хаоса. Мама говорит девочке, чтобы она убиралась отсюда, пока ее не убили. Но девочка полна решимости спасти маму. К сожалению, все, что она получает, это место в первом ряду на очередном кошмаре. Кайдзю приближается и врывается в комнату, как будто сейчас время обеда. Он широко раскрывает пасть, готовый сожрать бедную девочку, но в последний момент Кафка наносит ему сокрушительный удар локтем.
Этот удар отбрасывает Кайдзю на несколько кварталов, и Кафка поражен тем, насколько сильным стало его новое тело. Но потом он вспоминает, что люди в беде, и поворачивается к девочке, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Очевидно, что девочка до смерти его боится, и жуткая улыбка Кафки ей совсем не помогает, но когда появляется Итикава, девочка успокаивается, потому что знает, что они здесь, чтобы спасти ее. Они, наконец, освобождают ее маму, которая без сознания, но с ней все будет в порядке, когда они доставят ее в безопасное место. Кайдзю возвращается, и Кафка говорит Итикаве, чтобы тот уводил девочку и ее маму, а сам остается, потому что хочет сразиться с этим Кайдзю изо всех сил. Итикава видит, как вокруг Кафки сверкают молнии, и понимает, что не хочет быть рядом с тем, что сейчас произойдет. Поэтому он убегает, а Кафка готовится нанести самый эпичный апперкот в своей жизни. Кайдзю получает такой сильный удар, что отлетает и взрывается изнутри, забрызгивая все вокруг своими внутренностями. Кафка ошеломлен, потому что он только что одним ударом вырубил гигантского Кайдзю. Но каким бы крутым он ни казался обычным людям после этой победы, он все равно остается ужасающим Кайдзю. Он подходит к девочке и говорит ей, что скоро прибудут силы обороны, чтобы помочь ей. Ей больше не нужно бояться, потому что он уходит. Но когда он уходит, девочка набирается смелости, чтобы поблагодарить его за спасение ее и ее мамы. Эти волшебные слова напоминают Кафке о том времени, когда он пытался попасть в силы обороны вместе с Миной. И даже несмотря на его сложную ситуацию, возможно, у него все еще есть надежда на осуществление своей мечты. Итикава кричит Кафке и говорит, что вызвал скорую помощь. Так что они должны уйти, пока никто не пришел. Кафка поворачивается к нему после долгих раздумий и заявляет, что не откажется от своей мечты присоединиться к силам обороны, потому что обещал быть рядом с Миной. Через некоторое время на место происшествия приезжает Мина, но у всех отвисает челюсть, когда они видят, что с Кайдзю уже разобрались. Она подходит к маленькой девочке и спрашивает, что произошло, но когда девочка пытается рассказать, она чуть не плачет от пережитого. Мина успокаивает девочку, говоря, что ей не нужно бояться, потому что она и все силы обороны сотрут всех Кайдзю с лица земли. Сначала девочка радуется, но потом просит Мину пообещать, что она не причинит вреда хорошему Кайдзю. Она говорит, что хороший Кайдзю спас ее маму и других Кайдзю. Но Мина все еще в шоке, услышав слова «хороший» и «Кайдзю» в одном предложении. В утренних новостях показывают набросок Кайдзю Кафки, основанный на показаниях очевидцев, и называют его Кайдзю номер 8. Это 8-й Кайдзю, получивший кодовое имя. И поскольку силы обороны еще не нашли его, команда уборщиков удивляется, почему они до сих пор его не нашли. Пока они болтают, в комнату заходит Итикава и рассказывает, что происходит. Прошло 3 месяца с тех пор, как Кафка стал первым Кайдзю, сбежавшим от сил обороны. Поэтому офицеры тратят много денег на его поиски. Начальник смены говорит Итикаве, что им с Кафкой пришло что-то по почте. Поскольку Кафка уже ушел на работу, он просит Итикаву отнести ему почту. Остальные уже знают, что это за почта, потому что Кафка каждый год подавал заявку в силы обороны, и каждый год ему отказывали. Поэтому команде пришлось подбодрить его. Итикава проверяет свои результаты, и, черт возьми, рад узнать, что прошел отбор. Он идет к Кафке, чтобы передать ему результаты. Но перед уходом он быстро просматривает результаты Кафки, чтобы убедиться, что не принесет ему письмо с отказом. И когда он видит их, то улыбается и продолжает работать. Похоже, Кафка действительно справился и прошел этот чертов тест. Все друзья рады за него, потому что знают, как сильно он этого хотел. Итикава подходит к Кафке и говорит, что на этот раз он действительно прошел первый этап экзаменов. Но когда Кафка поворачивается, чтобы взять свой обед, Итикава видит, что он показывает свою форму Кайдзю. Кафка понял, что был в режиме Кайдзю и мог бы выдать себя, если бы это был кто-то другой, а не Итикава. Теперь он пытается вернуться в нормальное состояние, но случайно оставляет рот в прежнем виде. Итикава ругает его, говоря, что ему опасно быть замеченным, потому что о нем все еще ходят слухи. Им обоим удается избежать подозрений, заявив, что они ушли после нападения Кайдзю. Но если Кафка продолжит в том же духе, рано или поздно его разоблачат. Итикава передает ему результаты, но Кафка не так рад, как ожидал Итикава. В основном потому, что Кафка всегда проваливал второй этап теста, так что самое сложное для него еще впереди. Пока они обсуждают это, Итикава спрашивает, действительно ли Кафка собирается сдавать экзамен в таком виде. Первая часть была легкой, потому что это был просто письменный тест, но во второй части будут офицеры, и они сразу же разоблачат его, если узнают о его теле. Но даже несмотря на риск, Кафка твердо намерен сдать экзамен.
Последние 3 месяца он пытался найти способ полностью превратиться в человека. Но удача не на его стороне. Но из-за возрастного ограничения это его последний шанс подать заявку, поэтому он должен рискнуть. Итикава понимает, что чувствует Кафка, но ясно дает понять, что если что-то пойдет не так и Кафка попадет в беду, он будет сам по себе, потому что на этом экзамене они соперники. Кафка тянется за бутылкой с водой, но не может открыть крышку, случайно превращается в кайдзю и разбивает бутылку. Итикава берет свои слова обратно и прямо говорит Кафке, чтобы тот отказался от экзамена, потому что он может погибнуть. Но Кафка все равно хочет попробовать. Итикава сдается, но повторяет, что если что-то пойдет не так во время экзамена, он будет сам по себе. Все остальные собираются на работу, поэтому он говорит Кафке, чтобы тот привел себя в порядок и превратился. Когда Итикава уходит, Кафка вздыхает с облегчением, потому что он прошел. И он не знает, что бы он делал, если бы Итикава прошел, а он нет. Но теперь ему нужно подготовиться к этому чертову экзамену. В день экзамена Кафка и Итикава подъезжают к зданию сил обороны, и Итикава поражен огромным зданием перед ним. Он уже бывал на базе, но это совсем другой уровень. Кафка объясняет, что они делят это место с гарнизоном сил обороны. Поэтому, когда что-то происходит, обе стороны объединяются, чтобы быстро справиться с этим. Другими словами, если Кафка случайно превратится здесь, он умрет в ту же секунду. Начинают приходить и другие участники экзамена. Так что Кафка больше не боится. Он говорит Итикаве, что им пора идти внутрь. Но тут вмешивается грубая девчонка и называет его стариком. Кафка защищается, говоря, что ему всего 32, так что он не такой уж и старый. Но даже Итикава считает его древним, так что ему придется смириться. Не обращая внимания на возраст, эта девчонка прямо говорит ему, чтобы он убрал свою машину. Хотя вокруг полно свободных мест. Просто потому, что она считает, что у нее есть на это особое право, потому что 5 ее счастливое число. Кафка, конечно, не сдвинется с места из-за такой глупости. Поэтому эта девчонка решает показать свое мнимое богатство. Она раздевается и показывает, что на ней такой же боевой костюм, как у тех ребят из сил обороны. Но она использует его не для благородных целей, например, для борьбы с кайдзю. Вместо этого она хватает машину Кафки одной рукой и выбрасывает ее с места, думая, что она крутая, но это только злит ее. Но, видимо, ее статус дает ей право творить такое дерьмо и оставаться безнаказанной. Она представляется как Кикару и хвастается, что убивает кайдзю ради развлечения. И, кстати, ей кажется странным, что Кафка пахнет как кайдзю. Итикава быстро объясняет, что они из отряда по уничтожению кайдзю. И Кикару просто сходит с ума, когда Кафка без труда поднимает свой грузовик, думая, что у него есть свой секретный костюм. Кафка представляется как испытуемый номер 2032 и устраивает драматическое представление, говоря девчонке, чтобы она запомнила его имя. Но его крутой момент прерывается, когда он видит, что дворецкий Кикару занял его чертово парковочное место. Кикару думала, что этот экзамен будет скучным. Но теперь она чувствует азарт, клянется, что выставит Кафку на посмешище и уходит. Итикава злится на Кафку за то, что тот уже использует свои силы. Но Кафка говорит, что он превратился только в ту часть, которую она не видела. Они отмахиваются от охранников, говоря, что это был просто шум. Но Итикава предупреждает Кафку, что если он еще раз выкинет что-нибудь подобное, его отправят домой. Кафка знает, что это его последний шанс остаться с Миной, поэтому он обещает себе, что на этот раз не сдастся. Но через несколько минут Кафка с трудом справляется с экзаменом. Он тренировался и каждый день выкладывался на полную, но сейчас просто не может справиться. Воспоминание о том, как Итикава объясняет второй этап экзамена, который состоит из 2 частей – фитнес-теста и теста на способности. Они не могут изменить свои способности, поэтому должны получить как можно больше баллов в фитнес-тесте. Но Кафке очень тяжело. Он всегда был ниже среднего, но сейчас все стало еще хуже. Он сильно отстает, и ему интересно, действительно ли люди становятся такими после 30. Он думает о том, чтобы превратиться, но это было бы безумием. К сожалению, Кафка плохо справляется и получает 219 ранг из 225. Затем из ниоткуда появляется Кикару, которая оказывается на 5-м месте и начинает издеваться над Кафкой, говоря, что ему не потребовалось много времени, чтобы стать посмешищем. Кафка вспоминает, как он драматично сказал ей запомнить его имя. Но теперь он хочет, чтобы она забыла его. Итикава рад, что Кафка не использовал свои силы, и Кафка объясняет, что это было бы нечестно, потому что все выкладывались по полной. Но правда в том, что Кафка просто притворялся крутым, но в глубине души он хотел бы использовать свои силы. Кафка уверен, что мог бы справиться лучше. Но Итикава считает, что есть еще одна причина, по которой он получил такой ранг. Тем временем Мина просматривает заявки этого года. Ее подчиненный думает, что ей все равно, потому что ее волнует только убийство кайдзю.
Но он очень удивлен, когда она соглашается выслушать его во время работы. Парень объясняет, что есть парень по имени Изума, который привлек его внимание. Он закончил школу с отличием и является самым перспективным в этом году. Итикава тоже заметил этого парня, потому что он занял второе место. А парень, занявший третье место, Айхару, выпускник какого-то престижного университета. Но первое место занял Кагураги, восходящая звезда сил самообороны Японии. И не только они, большинство экзаменуемых в этом году – выпускники престижных университетов. Обычно такие люди стремятся стать элитными офицерами, а не полевыми агентами. Наверное, поэтому у Кафки такой низкий ранг. И Кафка понимает, почему они кажутся такими сильными. Итикава объясняет, что даже среди всех этих крутых ребят есть один человек, на которого все смотрят. Она окончила Калифорнийский университет в 16 лет. Она пропустила несколько классов и стала самой молодой выпускницей в истории. Ее зовут Кикару, и ее называют настоящим талантом. Трое лучших парней наблюдают за ней, надеясь, что смогут сравниться с ней. Итикава отмечает, что эта группа невероятно талантливых кандидатов, и Кикару одна из них. Кафка признается, что понятия не имел, что она такая крутая, но получает взбучку от ее телохранителей за то, что прикоснулся к ней. Все смотрят, и они думают, что Кафка один из ее фанатов. Кикару смеется, потому что снова выставила его посмешищем, но Кафка заявляет, что тоже сделает ее посмешищем, хотя в глубине души Кафка понимает, что дела идут не очень хорошо. Но Итикава все еще надеется. Последние 2 года второй частью теста было уничтожение трупов кайдзю. Они хотят проверить знания экзаменуемых о кайдзю и их способность работать в команде. Они также хотят показать им, что в работе есть нечто большее, чем просто убийство кайдзю. Вот почему Итикава решил работать неполный рабочий день в подразделении по утилизации, потому что это часть теста. Надежда Кафки возвращается, и они решают выложиться на полную в следующей части экзамена. Они отправляются на второе место для тренировок. И тут появляется вице-капитан Хасина из 3-го отряда. Он отвечает за проведение теста на способности. И в этом тесте им нужно выследить кайдзю. Кафка воодушевляется, потому что думает, что им просто нужно найти этих монстров и избавиться от их тел, как сказал Итикава. Но черт возьми, он в шоке, когда Хасина говорит, что им нужно найти и уничтожить кайдзю. Кафка в шоке, когда один из этих безумно сильных кайдзю пытается напасть на Хасину, но, к счастью, меры безопасности срабатывают. Кафка все еще в шоке. Но все лучшие ребята с нетерпением ждут этой части экзамена. Затем Кикару начинает смеяться над нашим парнем. Кафка задается вопросом, что случилось с утилизацией тел. Итикава объясняет, что они занимались этим последние 2 года, и он тоже разочарован. Пашина объясняет, что эта часть экзамена чертовски опасна, поэтому они используют специальное снаряжение Идзума. Итикава примеряет снаряжение, и оно идеально подходит ему. Костюм становится единым целым с его телом, и Итикава даже чувствует, как его мышцы становятся сильнее. Эти костюмы – настоящее боевое снаряжение сил обороны от демонов, сделанное из органического материала, взятого у кайдзю. Они невероятно повышают боевую мощь владельца. Тем временем, оператор из 3-го отряда Каноми говорит, что начнет измерять боевую мощь тех, кто носит эти костюмы. У Итикавы 8%, у Идзума 18%, у Кагараги 15%, а у Ихару 14%. Боевая мощь показывает, сколько силы костюма они могут использовать. Даже после безумных тренировок она обычно составляет около 20%. И им везет, если за год находится хотя бы один кандидат, у которого больше 10%. Но у этих троих больше 10%. Хасина задается вопросом, будет ли этот год особенным. Затем все становится серьезно, когда Каноми видит, что боевая мощь Кикару составляет 46%. Все в восторге от нее, и Хасина думает, что она уже на уровне командира взвода. А она еще даже не вступила в отряд. Они предполагают, что это какой-то рекорд. Итикава чувствует себя подавленным, потому что у него всего 8%, но Хасина говорит ему, что это все равно неплохо для новичка. Пока у экзаменуемых не будет большого нуля, они пройдут, и Хасина признается, что никогда раньше не видел нулей. Но эй, все бывает в первый раз, и все снова в шоке, потому что боевая мощь Кафки оказывается большим нулем. Все смеются над ним, и даже Каноми начинает думать, что это какая-то ошибка. Кафка просит дать ему еще немного времени, потому что он пытается выжать из себя эту боевую мощь. Но Хасина не может сдержать смех и говорит ему, что это не туалет, где можно просто выжать из себя все. Хасине начинает нравиться Кафка, но он уверен, что Кафка не сдаст экзамен. Кафка начинает думать, что есть какой-то секрет или трюк, чтобы повысить свой процент. Поэтому он изо всех сил старается понять это до конца экзамена.
Кикуру начинает злиться на него и хочет, чтобы он показал силу, которую использовал на парковке. Затем входит Хасина и объявляет, что пришло время для заключительной части экзамена. Он объясняет, что они должны уничтожить одного ханджу и 36 яджу, разбросанных по городской тренировочной зоне. Эти кайдзю убили 16 человек, и их поймали живыми для тренировок. Экзаменуемые должны сражаться с ними с помощью оружия против кайдзю, а дроны будут следить за их действиями. Если дроны почувствуют опасность, они активируют щит в своих костюмах, чтобы спасти их. Но это также означает, что они провалят экзамен. Это чертовски опасно, поэтому Хасина не может гарантировать, что они выживут. Они должны решить, хотят они участвовать или нет, и Хасина начинает тест. Экзаменуемые с безумным рвением бросаются вперед, но все ошеломлены, когда Кикуру вырывается вперед и легко побеждает Яджу. Она всех поражает. Кафка заявляет, что им нужно идти вперед, иначе они отстанут, но Итикава говорит, что Кафка их задерживает. Кафка оправдывается, говоря, что оружие чертовски тяжелое без помощи костюма. Он пытается казаться крутым, говоря, что только он, Ноль, может это понять. Но Итикава совсем не впечатлен. Дела идут не очень хорошо, потому что Итикава говорит, что у них нет такой же атакующей силы, как у других. И тут Хасина раскрывает, что Мина пришла посмотреть на этот чертов экзамен. Кафка вспоминает их спор о том, кто будет самым крутым офицером сил обороны, и успокаивается. Ему уже плевать, что он Ноль, и он напоминает себе, что это его последний шанс. Кафка что-то придумывает и спрашивает Итикаву, зачем за ними следят дроны. Если они просто хотят подсчитать, сколько кайдзю они уничтожили, они могли бы легко сделать это с помощью датчиков. Но дело не в этом. Помимо проверки их навыков, они также проверяют, насколько хорошо они могут адаптироваться к ситуации. Кафка и Итикава понимают, что поскольку у них нет такой же атакующей силы, как у других, они должны сосредоточиться на поддержке атакующих, насколько это возможно. Они замечают, что неподалеку идет бой, и занимают позицию, чтобы помочь. Кафка замечает копыта этого яджу и вспоминает, что видел его во время одной из зачисток. Его опыт окупается, потому что он знает, что светошумовые гранаты сильно выводят этого яджу из строя. У него слабое зрение, но очень хороший слух. Когда он оглушен, он становится легкой мишенью. Но Кафка не собирается останавливаться на достигнутом. Он говорит Идзума целиться в живот, потому что это его слабое место. Нападающие следуют его примеру и удивляются, когда им удается победить зверя. Они благодарят Кафку за помощь, но Кафка злится, потому что называет их фанатами Кикуру. В комнате наблюдения они наконец обращают внимание на то, что делают Кафка и Итикава. Кафка говорит Итикаве, что они уничтожили больше тел кайдзю, чем могут сосчитать. Теперь он уверен в себе, потому что они могут использовать эти знания. Кафка чувствует облегчение, потому что ему больше не нужна сила кайдзю. Он наконец-то может наверстать упущенное. Но весь его оптимизм быстро улетучивается, потому что из ниоткуда появляется кайдзю, и Кафка отлетает в здание, а Каноми понимает, что он серьезно ранен. Он не может продолжать сражаться, а чертов яджу приближается к нему. Они готовятся активировать его защитный костюм. Кафка знает, что они, скорее всего, воспользуются щитом, но он также знает, что это означает, что он провалил экзамен. Он знает, что Мина наблюдает, поэтому пытается подняться. Он больше не хочет позориться перед ней. Но этот чертов зверь вот-вот сожрет его. Каноми начинает активировать дистанционный щит, а Хасина думает о том, что знал, что Кафка будет первым, кто сдастся. Ему чертовски жаль, потому что Кафка был веселым парнем. Но тут Яджу разносит на куски. И Киру говорит, что она в 3-й раз выставила Кафку на посмешище. И она прямо заявляет, что пока она на поле боя, никто не имеет права сдаваться. Кафка поражен ею, но прежде чем он успевает что-то сказать, она перебивает его. Она говорит, что будет продолжать бить кайдзю и велит ему лежать на земле, как чертову неудачницу. Остальные видят, что Киру нацелилась на главную цель, но они не собираются ей это позволять. Кикуру легко убивает еще одного яджу, и Ихиру думает, что она слишком сильна, и задается вопросом, действительно ли у нее такой же костюм, как у них. Кафка тоже хочет пойти за главной целью, но у него сломаны ноги, и он даже не может встать. Хасина объясняет, что у Кафки множественные переломы и, возможно, даже повреждены внутренние органы. Кафка думает, что это значит, что ему придется сдаться, но он не хочет так думать. Он вспоминает, как ему было плохо, когда у него было 0% боевой мощи, как будто он никогда не сможет быть рядом с Миной. Он злится, думая о том, что только талантливые проходят отбор. Хасина предлагает Кафке просто сдаться и объясняет, что защитные костюмы не идеальны. Но Кафка не собирается сдаваться. Он думает, что только он решает, сдаваться ему или нет.
Он заявляет, что хотя он слишком стар для мечтаний и выглядит как полный идиот, он готов поставить на кон всю свою жизнь и снова следовать за своей мечтой. Когда Кафка делает это заявление, все в комнате наблюдения шокированы, увидев, что его боевая мощь выросла на 1%. Кафка заявляет, что на этот раз он не сдастся, несмотря ни на что, и Нина это замечает. Кафка с гордостью показывает, что все еще может стоять, и Каноми поражена, потому что у него сломана нога. Хасина решает позволить ему продолжать, но предупреждает, что если станет совсем плохо, он активирует щит. Кафка говорит Итикаве идти вперед, потому что так было решено, но Итикава решает поддержать его. Кафка понимает, что Итикава такой человек, и принимает его помощь. Хасина не может удержаться от смеха, пока Итикава несет Кафку. Итикава признается, что ему очень неловко, но они оба полны решимости. Кафка сильно страдает от сломанных костей, поэтому он будет их ногами, а Кафка будет использовать весь свой ум, чтобы отбиваться от атак. Хасина просто пытается пройти мимо них, потому что они его смешат. Кафка говорит Итикаве держаться рядом с Кикару и удивляется, насколько быстр его друг. Кикару сражается с Кайдзю и оставляет всех позади, поэтому Итикава говорит Кафке быть готовым поддержать ее, когда они догонят. Все смотрят, как Киру делает свое дело, и им обидно, что она даже не позволяет им помочь. Каноми сообщает, что Кикуру уничтожила последнего Яджу в этом районе и уже сражается с Ханджу. Кикуру бросает гранату, чтобы разозлить зверя, и использует возможность занять идеальную позицию, чтобы уничтожить его. Кикуру спокойно говорит, что это последний, и медленно нажимает на курок, заставляя Хасину ухмыльнуться, когда она стреляет в монстра. Каноми ошеломлена, когда объявляет, что Ханджу побежден и финальная часть экзамена завершена. Наши ребята в шоке, потому что они даже не успели помочь, и Кафка говорит, что Кикуру слишком быстрая. Теперь Каноми нужно забрать дронов и отправить медиков к раненым. Хасина удивлен, что экзамен закончился так быстро, хотя на подготовку ушло много времени. Мина впечатлена, потому что Кикару еще круче, чем говорят, а Хасина шокирован тем, что Кикуру привлекла внимание Мины. Они думали, что по крайней мере 30 человек не пройдут отбор, но никто не выбыл, а Хасина уверен, что это все из-за Кикуру. Вот чего можно ожидать от дочери директора Шинамии. Хасина уверен, что она станет большой шишкой в армии, подарив надежду всей стране. Вернувшись на экзамен, Кикару молится, чтобы ее отец гордился ею за безупречную работу на поле боя. Она расслабляется и решает еще немного поиздеваться над Кафкой. Но вдруг позади нее появляется этот жуткий монстр и начинает крушить все вокруг, нанося огромный ущерб. А потом все мертвые кайдзю снова начинают двигаться, и все в ужасе. Кикару едва успевает защитить свое сердце, сосредоточив весь свой щит на одном месте, но она понимает, что все еще может сражаться. Она ошеломлена, когда этот таинственный монстр начинает говорить и удивляется, как она еще может двигаться. Кикуру понимает, что это кайдзю, но она в шоке, что у него есть мозги. Кикуру решает напасть на него, но монстр несколько раз бьет ее, заставляя кричать от боли. Каноми в шоке, видя, как показатели Кикуру падают. Они понятия не имеют, что происходит, но получают сигналы от кайдзю, которых они уже уничтожили. И вот что странно, сила возрожденного Ханджу в 6 раз больше, чем раньше. Хасина думает, что для уничтожения кайдзю такого уровня нужна целая команда, и немногие могут справиться с ним быстро. Вдруг Мина говорит Каноми активировать все дистанционные щиты для испытуемых и отправить дронов. Хасина думает, что им повезло, что они одни из немногих, кто может победить этого Ханджу, поэтому они готовятся и отправляются в путь. Испытуемым говорят уходить, но Кякуру отказывается, понимая, что многие погибнут, если она не остановит это существо сама. Она использует свой костюм, чтобы остановить кровотечение, и понимает, что все еще может сражаться. А потом Кикуру вспоминает слова своего отца, который сказал ей, что она должна быть идеальной для своей страны. Теперь она требует от себя совершенства, но черт возьми, Ханджу отбрасывает ее в сторону, как будто это ничего не значит. Кикуру едва может двигаться, но все равно не сдается. Мы вспоминаем, как Кикару гордилась тем, что получила высшую оценку в классе. Другие ученики не справились так же хорошо, но, по крайней мере, их родители были рядом, чтобы отпраздновать это вместе с ними. Кикару старалась сохранять позитивный настрой, хотя ее дворецкий заверил ее, что ее отец будет дома в тот день и, конечно, будет доволен ее результатом. Но на самом деле ее отцу было наплевать на ее оценку. Он прямо сказал, что празднование одного успеха только настраивает ее на неудачу в следующий раз. Вместо того, чтобы устраивать вечеринку, он хотел, чтобы она сосредоточилась на следующей цели. Именно тогда он сказал ей, что она должна быть безупречной все время, не только ради будущего своей страны, но и ради своей покойной мамы.
Слова отца до сих пор давят на нее, но Кикару не сдается. Он всегда говорил ей, что нужно двигаться вперед и никогда не позволять никому затмить себя. Так что теперь она не сдается, даже с одной рукой пока может двигаться, она будет сражаться. Но черт возьми, она получила слишком много ранений и снова закричала от невыносимой боли. В этот момент один из дронов замечает Хонджу, и Каноми в шоке видит, что его отрубленная рука восстановилась. Хасина начинает волноваться, а Каноми понимает, что он собирает энергию для мощной атаки. Хасина и Мина спешат на место происшествия, но они не уверены, что успеют вовремя. Этот зверь готовится к мощной атаке, и Кикуру понимает, что ей конец. Она извиняется перед отцом за то, что не была идеальной, и начинает плакать. Ханджу собирается атаковать, но тут появляется Кафка и говорит ей, что она отлично справилась. Кикару в шоке, она не понимает, почему он здесь, а потом монстр атакует. Но Кикару еще больше удивляется, когда они не получают ранений, а Кафка начинает трансформироваться. Кафка объясняет, что она хорошо справилась, дав всем время на эвакуацию, чтобы он мог сделать все остальное. Тем временем все в панике пытаются эвакуироваться. Кагараги использует сигнальные ракеты, чтобы организовать эвакуацию, что впечатляет Изума. Давайте вернемся на несколько минут назад и увидим, как Кафке и Ичикаве говорят убираться оттуда и не возвращаться, потому что Кикару сражается с возрожденным Ханджу. Ичикава готов уйти, но Кафка уже исчез. Ичикава надеется, что Кафка не настолько сумасшедший, чтобы трансформироваться, потому что знает, что его тут же уничтожат. Но когда Ичикава спешит на место происшествия, он понимает, что Кафка определенно сумасшедший, потому что он не колеблется в таких ситуациях. Возвращаясь к Кикару, она в шоке от трансформации Кафки и не может понять, как он превратился в кайдзю. Кафка пытается вести себя спокойно и просит ее не рассказывать об этом военным. Но потом Кикару в ужасе, когда Хонджу снова атакует, но Кафка легко отражает его атаку, как будто это пустяк. Кафка говорит ей, что расскажет все через секунду, потому что ему нужна всего доля секунды, чтобы уничтожить этого зверя. В то же время Каноми замечает мощную энергию рядом с Ханджу. Взрыв нарушил связь, и они не видят, что происходит. Они видят его силу, но Каноми отказывается верить, что это правда. Предположительно, у этого загадочного зверя сила 9-8. Хасина говорит, что это невозможно, и думает, что взрыв нарушил систему измерения. Это просто не может быть правдой, потому что если бы это было так, то это был бы один из самых могущественных кайдзю в истории. Кафка набирает силу как настоящий безумец. Он извиняется перед Хонджу, потому что время на исходе, и он должен покончить с ним одним ударом. Кикару в шоке наблюдает, как удар Кафки сталкивается с ударом Ханджу, разнося его на куски. На ее лице читается шок, а части тела Ханджу разлетаются во все стороны. Кафка чувствует себя победителем и говорит монстру, чтобы тот попробовал вернуться к жизни после такого удара. Но монстр снова начинает двигаться, и Кафка просит его остановиться, потому что он просто пошутил. Но монстр действительно побежден, и Кикару остается только гадать, кто этот парень. Кафка спасает ее от еще одного атакующего Ханджу и, наконец, показывает свое лицо. Он уверяет ее, что теперь она в безопасности, но ругает за то, что она подвергла себя такой опасности. Но вскоре все меняется, и Кафку ругают, когда появляется Ичикава. Кафка объясняет, что он планировал трансформировать только часть своего тела, но ему пришлось изменить план, когда он увидел Ханджу. Ичикава продолжает ругать его, но спор заканчивается, когда Кикару теряет сознание. Вскоре на место происшествия прибывают Мина и Хасина, но они не могут понять, что могло нанести такой ущерб Ханджу. В этот момент Каноми сообщает, что Кикару, Ичикава и Кафка выбрались, а значит, эвакуация завершена. Хасина признает, что Кикару очень сильная, но она никак не могла уничтожить Ханджу вот так. Мино отмечает, что они многого не понимают в том, как кайдзю оживают и как происходит такой мощный взрыв. Затем Мена приказывает отряду провести расследование, пока они с Хасиной добивают оставшихся Ханджу. Хасина понимает, что этот взрыв похож на тот, что они видели 3 месяца назад, и задается вопросом, есть ли между ними какая-то связь. Позже мы видим Кафку в другой чертовой больнице. Ичикава объясняет, что Кикару лечат лучшими технологиями, которые есть у сил обороны. Кафка размышляет об экзамене и о том, как он напомнил ему, как чертовски трудно соревноваться с суперталантливыми людьми. Это также напомнило ему, что когда ты преследуешь свою мечту, всегда найдется кто-то, кто превзойдет тебя в том, что тебе больше всего дорого. Но самое главное, это так его взбодрило, что ему было все равно. Кафка рад, что решил снова сдать экзамен, и благодарит Ичикаву за то, что тот его подтолкнул. Внезапно появляется Мина, удивляя всех.
Она просто благодарит их за заботу о Кикару и также быстро исчезает. Кафка почти окликает ее, но сдерживается, потому что сейчас не время. Он хочет подождать, пока не станет офицером, чтобы поговорить с ней. Он уверен, что это произойдет, и молча обещает себе, что она будет за ним присматривать. Кикару снится кошмар о том, что она не идеальна для своего отца. Проснувшись, он задается вопросом, приехал ли ее отец, но это всего лишь Хасина. Он объясняет, что обошлось без жертв, и все благодаря тому, что она надрала Ханджу задницу. На ее лице читается шок, и Хасина задается вопросом, действительно ли она победила Ханджу. Кикару вспоминает, что сказал Кафка, и заявляет, что именно он уничтожил Ханджу. В тот вечер в новостях рассказывают о том, что произошло на экзамене, и сообщают, что хотя многие получили травмы, никто не погиб. В одной из кабинок туалета мы видим таинственного и умного Кайдзю, который подслушивает. Он шокирован и разочарован, узнав, что никто не погиб. В этот момент звонит телефон, и монстр вспоминает, как на него отвечать. Когда он берет трубку, голос на другом конце говорит ему вернуться к работе. Этот монстр трансформируется и надевает форму. И к нашему удивлению, мы видим, что он новый член отряда Кафки. Все надеются, что Кафка и Ичикова в порядке после экзамена, а этот новый парень зловеще скрывает свою трансформацию. Некоторое время спустя Кафка сходит с ума из-за экзамена и винит в этом Ичикаву, потому что именно он убедил его снова записаться. Но у Кафки больше нет времени волноваться, потому что приходит босс и говорит, что Ичикова и Кафка получили письма. Кафка знает, что это его последний шанс оказаться рядом с Миной. Поэтому он нервно достает бумагу, чтобы посмотреть свои результаты. В день вступительной церемонии Изума подходит к Кагураги, чтобы поздравить его с прохождением экзамена. Но Изума был уверен, что Кагураги все равно пройдет, так что его появление не стало сюрпризом. Честно говоря, те, кто прошел, были именно такими, как он ожидал, но Кафки нигде не видно. Кагураги спрашивает, хотел ли Изума, чтобы Кафка прошел, но дело не в этом, просто Изума находит его интересным. В этот момент появляется Кикару и хвастается своей эпической победой на экзамене. И она имеет на это полное право, потому что она действительно лучший боец здесь. До встречи с ней Кагураги и Изума думали, что будут бороться за первое место. Но теперь Изума думает, что они будут бороться за второе место. Кагураги отвечает, что набрал больше всех баллов на тесте по физической подготовке, поэтому он будет стремиться к первому месту, даже если Изума захочет уйти. В другой части зала Ичикова сталкивается с еще одним успешным кандидатом. И тот узнает его по экзамену, но не может вспомнить его имя. Ичикова представляется, и парень делает то же самое. Он говорит, что его зовут Айхару Фурухаши, но он хочет, чтобы они обращались друг к другу по имени, поэтому просит Ичикаву называть его Рино, а он в ответ будет называть его Айхару. Теперь, когда они знакомы, Айхару спрашивает, что случилось с Кафкой и не провалил ли он экзамен. Но, похоже, ситуация немного сложнее. В этот момент объявляют, что пришла Мина, и все замолкают, когда она входит. Как только Мина выходит на сцену, церемония посвящения официально начинается, и Кикару просят выступить от имени нового класса. Когда Кикару выходит на сцену, Мина вручает список класса и приветствует их в отряде обороны. Она также благодарит Кикару за помощь после экзамена, потому что благодаря ей никто не пострадал. Кикару чувствует себя немного виноватой из-за похвалы Мины, но это не она победила Кайдзю. Кафка должен был услышать эти слова прямо сейчас, так почему его здесь нет? Этот парень не только спас ей жизнь, но и заботился о ней, как о маленьком ребенке. И она немного смущена этим. Но, похоже, ей не о чем беспокоиться, потому что Кафка робко входит в комнату, одетый в новую форму отряда обороны. Многие рады его видеть, но им нужно знать, как ему удалось не провалиться. Правда в том, что он просто сдал экзамен. У него был самый низкий балл по физической подготовке и нулевое отношение к костюмам, так что это была явная неудача. Никто не оспаривает эту оценку, и хотя Мина хочет поддержать Кафку, она знает, что не может так поступать. Но Хасина готова оказать Кафке особое внимание. Он говорит, что возьмет его под свое крыло. Он объясняет это тем, что оценки Кафки могут быть плохими, но в практической части экзамена. Он точно определил слабые места Кайдзю и помог уничтожить их, а не просто убивал их. Таких людей немного, но Хасина хочет взять Кафку в команду, потому что считает его забавным. Хасина не был уверен, что Кафка когда-нибудь сможет стать полноценным офицером, но пока он хочет оставить его в своем взводе в качестве курсанта. Нина объясняет всем, что Кафка еще не офицер, поэтому он не участвует в церемонии посвящения.
Но это все равно значит, что он прошел. Теперь, когда все улажено, Хасина просит Мину сказать несколько слов новым офицерам. Она берет микрофон и обращается ко всем, говоря, что рада, что они все вызвались добровольцами в отряд обороны и сдали этот сложный экзамен. В последние несколько лет они сталкивались с кайдзю, которые были намного сильнее, чем раньше. Кроме того, им приходилось беспокоиться о странных случаях, когда кайдзю могли оживать. Миссия становится все опаснее, и некоторые могут не вернуться живыми, так что она хочет, чтобы они доверяли ей своей жизни. Во время всех этих рискованных миссий она обещает быть рядом, защищать и направлять команду. Кафка очень тронут этой речью и говорит, что тоже будет рядом с Миной. У всех отвисает челюсть, потому что Кафка осмелился так говорить с капитаном. Но Мина очень рада, потому что Кафка не забыл свое обещание, но она все еще капитан. Поэтому она решает проучить Кафку за то, что он заговорил, и приказывает ему сделать 100 отжиманий. Хасина, как всегда, находит это забавным и ни капли не жалеет, что взял Кафку в команду. Но это не единственная причина, по которой Хосина хотел взять Кафку. Когда кайдзю начали оживать, они внезапно получили сигнал о появлении кайдзю с силой 9-8. Хасина думает, что это, вероятно, сбой, но в то же время они потеряли жизненные показатели одного из испытуемых. Он знает, что с Кафкой что-то не так, потому что у него нулевая совместимость с костюмом. Поэтому он будет внимательно следить за ним, чтобы раскрыть его секрет. Кафка только что закончил свое жестокое наказание в виде 100 отжиманий и лежит на полу без сил. Тут к нему подходит Кикуру и говорит, что хочет поговорить. Она просит его пойти с ней. Кафка спрашивает, почему она не может поговорить с ним здесь, но Кекуру не хочет, чтобы другие подслушивали. Поэтому они начинают дразнить ее, утверждая, что она собирается признаться Кафке в любви. Кафка действительно верит в это. Но Кикуру прерывает их и бьет его прямо в лицо, а Ичикова неодобрительно смотрит на них. Позже они втроем сидят в пустой закусочной. Кафка только что рассказал Кикуру о том, что произошло в больнице. Но ей трудно поверить, что он превратился в чертового кайдзю только потому, что съел его. Кафка думает, что не страшно рассказать об этом отряду обороны, потому что, может быть, они найдут лекарство или что-то в этом роде. Но Кикуру не думает, что это возможно. Во-первых, если они не убьют его на месте, то, скорее всего, подвергнут его всевозможным экспериментам. И поверьте мне, на этом его мечте стать офицером придет конец. Кроме того, когда кайдзю становятся очень сильными, отряд обороны использует их останки для создания специального оружия после того, как они их победят. Так что, возможно, они попытаются сделать то же самое с Кафкой. Услышав о последствиях, Кафка умоляет Кикуру никому не рассказывать. В конце концов, она соглашается, потому что он спас ей жизнь. Но она ясно дает понять, что если когда-нибудь узнает, что Кафка кайдзю, представляющий угрозу для человечества, она без колебаний убьет его. Ичикова замирает, услышав, насколько она серьезна. Но Кафка на самом деле рад, потому что не хотел бы остаться в живых, если бы представлял опасность для общества. Позже Ичикова тренируется, учится пользоваться оружием против кайдзю как профессионал. У него неплохо получается. Он заканчивает курс всего за 2,5 минуты с показателем активации костюма 18%. Он прошел долгий путь с тех пор, как присоединился к отряду. Из-за этого Айхару чувствует давление, чтобы показать себя не хуже, потому что он не может позволить себе проиграть. В результате небольшого соревнования Айхару удается побить время Ичикавы и получить показатель активации 20%. Он не теряет времени, чтобы позлорадствовать перед Ичикавой. Но потом он понимает, что всегда есть кто-то лучше, когда Кикуру побивает его рекорд на целую минуту, а ее костюмы работают на 55% мощности. Она не теряет времени, чтобы позлорадствовать и дать ему понять, что она лучше. Тем временем Изума чувствует себя неполноценным из-за превосходного вида Кикуру. Но Кагураги напоминает ему, что если у него есть время беспокоиться, то есть и время тренироваться. Иначе люди быстро его догонят. Сейчас Кагураги и Изума равны по боевой мощи, а Кафка занимается своими делами, чертовски взволнованный, потому что наконец-то довел свой костюм до 1%. Он поворачивается к Кекуру и с гордостью заявляет, что превратил свой 0 в единицу. Но она не понимает, почему он хвастается этим, когда у нее 55%. Хасина все еще находит Кафку забавным, но прямо говорит ему, что с такими темпами он не станет офицером, в лучшем случае продержится 3 месяца, а потом его уволят. После того, как он привел Кафке несколько веских аргументов, он говорит всем, что они должны пробежать 10 кругов по периметру, и на этом тренировка закончена. Они считают это несправедливым и начинают жаловаться, поэтому Хасина повышает ставки и заставляет их пробежать 15 кругов. Он говорит им пошевеливаться.
У некоторых новобранцев возникло соперничество друг с другом, и Хасина рад этому, потому что конкуренция помогает им стать сильнее, чем когда-либо. Закончив тренировку, все идут в баню, и Кафка смертельно устал от пробежки в конце занятия. Но Ичикова и Айхару полны энергии. Особенно Айхару, который как сумасшедший напрягает мышцы. Ичикова не впечатлен, потому что у него такая же мышечная масса, Кафка не может смириться с тем, что его оставили в стороне. Поэтому он решает показать этим молодым парням, как выглядят настоящие мужские мышцы. Сначала Айхару впечатлен, но Кафка быстро устает и показывает Айхару, как выглядит настоящий мужской живот. Айхару и Ичикова смеются над Кафкой, но он предупреждает их, что их ждет та же участь, когда им исполнится 28, так что им лучше быть готовыми. Однако их уверенность падает, когда появляется Кагагари и демонстрирует, что такое идеальная физическая форма. Смущенные, они все прыгают в ванну, чтобы скрыть свой стыд. Но вскоре разговор возвращается в нормальное русло. Кафка просто рад, что после долгого перерыва снова может так развлекаться. Со стороны девушек Кикуру и пара второстепенных офицеров заходят в раздевалку и находят там Мину. Они собирались уйти и дать ей закончить, но Мина говорит, что все в порядке, и она все равно собиралась уходить. С ее разрешения они расходятся, и Кику идет за Миной, чтобы положить ее одежду в стиральную машину. При этом Кикуру замечает, что у Мины крепкие мышцы, но это само по себе не объясняет ее невероятную боевую мощь. Но все эти взгляды привлекли внимание Мины, и Кикуру прямо спрашивает ее, как она накачала мышцы. Мина соглашается показать ей основы своей тренировки, раз уж она все равно здесь. Хотя Кикуру этого не ожидала, но благодарна за такой жест. Вернемся к парням. Они начинают обсуждать, почему они присоединились к силам обороны. Ихару начинает первым и объясняет, что присоединился из-за Мины. Она спасла его от кайдзю, когда он учился в средней школе, и с тех пор он хочет быть таким же, как она. У других похожие причины для вступления, все они связаны с их восхищением Миной. Когда приходит очередь Кафки отвечать, он немного смущается, но в конце концов признается, что он друг детства Мины. Теперь все парни завидуют ему, поэтому Кафка пытается быстро уйти, пока ситуация не накалилась. Но уже слишком поздно, потому что они хотят услышать все пикантные подробности о детстве Мины. В итоге они так долго сидят в ванне, что когда Кикру наконец выходит, они все теряют сознание от теплового удара. А Ичикова пытается привести их в чувство. На следующий день тренировка продолжается как обычно, и новобранцы начинают сближаться, проводя время вместе. Но Кафка все еще сильно отстает от остальных. В конце дня они все смертельно устали от тренировок. Но пока они валятся с ног, Кафка продолжает тренироваться, чтобы стать лучше. Он не хочет, чтобы его выгнали из сил обороны. Через некоторое время входит Хасина и видит, что Кафка все еще работает. Это достойно восхищения, но сон тоже важная часть тренировки, поэтому он не может пренебрегать им. Кафка отчаянно хочет сохранить свое место, и Хасина догадывается, что это из-за какого-то обещания, которое он дал Мине. Но Кафка никогда не говорил ему об этом, поэтому он удивляется, откуда Хасина это знает. Хасина признается, что подслушивал их разговоры в ванной, что очень странно, но Кафка признается, что его мотивация действительно связана с этим обещанием. Он должен сделать все возможное, чтобы быть рядом с Миной. Хасина считает, что Кафка пытается занять место его заместителя, и именно к этому стремится Кафка. Он будет работать изо всех сил, чтобы добиться этого. Прежде чем уйти, Хасина говорит Кафке, что так просто не отдаст ему место заместителя. И дает ему совет. Кафке не стоит сближаться ни с кем из команды, потому что в этой работе любой может погибнуть в любой момент. Особенно те, кто часто появляется на экране. В этот момент раздается сигнал тревоги, что означает чрезвычайную ситуацию с кайдзю. Хасина говорит Кафке поторопиться, потому что пришло время его первой миссии. Каноми сообщает Мине, что территория вокруг них очищена. Это сумасшедшая сцена, где куча людей ждут автобусов. Силы обороны работают с другой командой, которая устанавливает командный пункт неподалеку. Что касается появившегося Ханджу, то он пришел из-под земли и стал еще больше. И еще начали появляться эти штуки Яджу. Но Мина не собирается сдаваться. Она решает, что сама разберется с Ханджу и находит место для стрельбы. Мина желает всем удачи, и они отправляются в путь. Хасина объявляет, что пришло время поохотиться на кайдзю, а Ичикова пытается осознать, что это их первая миссия. Кикуру смотрит на Кафку. Не верится, что он кайдзю номер 8. Она очень надеется, что он ее не подведет, но, конечно, парня вот-вот стошнит. Где-то в другом месте мы видим огромного Ханджу и эвакуационный центр. Кафка и остальные из взвода Хасины собираются в зоне нейтрализации, и Кафка впервые видит этого гигантского монстра.
Хасина объясняет, что команда Нины разберется с Хонджу, но проблема в том, что он выпускает кучу Яджу. Их задача – не дать Яджу покинуть зону нейтрализации. Поскольку они новички, им придется прикрывать тыл. Но это также означает, что они последняя линия обороны. Никто не задает вопросов, потому что все сосредоточены на миссии. Хасина готовит их к выходу. Он говорит, что, какими бы хорошими ни были их результаты на тренировках, это не спасет ни одну жизнь. Пришло время показать, на что они способны на настоящем поле боя. Парни демонстрируют свою солидарность, и Хасина говорит им, чтобы они оторвались по полной. Эвакуация гражданских завершена, и Мина находится всего в 8 минутах от своей позиции. Кафка связывается с Ичикавой и прямо говорит, что должен проявить себя в этой миссии. Он думает о том, что Хасина прямо сказал ему, что с такими темпами он не продержится и 3 месяцев, и Кафка боится, что у него больше не будет шанса показать, на что он способен. Парни очень нервничают. Но по какой-то причине он также очень взволнован. Он даже не может объяснить почему, но Ичикава понимает, что это работа, о которой Кафка всегда мечтал. Они оба клянутся, что сделают эту первую миссию успешной, и слышат, что первая партия Яджу только что прибыла в их район. Все готовы, и они спрыгивают с крыши, как настоящие супергерои. Кафка уверен в себе и кричит, что миссия будет успешной, но он единственный, кто не торопится спускаться по стене здания. Тем временем Мина добирается до своей снайперской позиции. Другая команда должна отвлечь Ханджу, и они начинают обстреливать этого огромного монстра. После нескольких атак гигантский зверь начинает двигаться, и Хасина с нетерпением ждет, когда все проявят себя. Бой начинается, и Кафка удивлен, потому что это совсем не похоже на чертов экзамен. По какой-то причине он чувствует себя очень спокойно. Теперь Кафка чувствует, что его костюмы действительно прикрывают его спину. Он уверенно использует свою боевую мощь. Но, черт возьми, его сразу же вырубает Яджу. Его боевая мощь все еще составляет жалкий 1%. Кикру учит его, что он слишком далеко впереди и должен оставаться в тылу. Некоторые ветераны очень недовольны тем, что им приходится сражаться вместе с новичками. Они хотят, чтобы эти новички просто убрались с дороги и спрятались где-нибудь. Ветераны решают перестраховаться и подождать, пока передовые отряды найдут слабые места этих чертовых Яджу. Но они все в шоке, когда Кикру начинает уничтожать этих монстров как настоящий профессионал. Она не собирается сидеть и ждать. Она атакует все, что кажется слабым местом. Кикру уничтожает кучу Яджу, и ветераны в восторге, потому что новички обычно не обладают такой силой. Кикру краснеет, когда Кафка хвалит ее, говоря, что она отлично справилась. Но она злится, когда ее костюм фиксирует учащенное сердцебиение. Тем временем остальные команды работают вместе, чтобы уничтожить Яджу. Но Айхару в шоке, когда видит, что Ичикава справляется с одним из них в одиночку. Ичикава объясняет, что заменил разрывные патроны в своей винтовке на замораживающие. Он хочет замедлить чертового Яджу, пока сражается. Это больше подходит для его стиля, и Ичикава уверен, что как только он освоится, он станет еще лучшим охотником на кайдзю. Но этого ему недостаточно. Ичикава думает о том, чтобы стать еще сильнее, чтобы Кафке больше никогда не пришлось превращаться. Другие лучшие бойцы и команда тоже демонстрируют свои навыки, уничтожая кучу Яджу. Остальные члены отряда не могут поверить, насколько сильны новички. Даже лидеры не знали, что в них это есть. Кагараги и Изума соревнуются, кто уничтожит больше кайдзю. И один из командиров взвода прямо-таки превращается в пуму, когда смотрит на них. Хасина сообщил ей, что средняя боевая мощь новобранцев выше, чем в предыдущие годы. Есть несколько выдающихся бойцов, и они заставляют всех остальных выкладываться по полной. Поступают сообщения о том, что Яджу уничтожают, и Кафка в шоке, узнав, что Ичикава и Айхару тоже продвигаются вперед. Кафка начинает чувствовать себя подавленным, думая, что он всех сдерживает, когда они так усердно работают. Он задается вопросом, может ли он что-нибудь сделать, но потом его осеняет. Ветераны хотели подождать и найти слабые места Яджу. Кафка смотрит на одного из мертвых Яджу и решает, что будет сражаться по-своему. Остальные в шоке, когда видят, что Кафка возится с трупом. Он по колено в этом дерьме и понимает, что даже при 1% мощности костюм позволяет легко разорвать тело кайдзю. Это чертовски полезно. Он думает, что им стоит подключить к этим костюмам клининговую индустрию. Кафка выясняет строение кайдзю, но ядро находится не там, где обычно у грибковых монстров. Он начинает искать и, черт возьми, в шоке, когда находит его. Он сообщает Хасине, что ядро Яджу находится у основания его шеи. Кафка даже рассказывает, как лучше всего атаковать его тем, у кого слабая сила атаки. Но вот в чем загвоздка. Кафка обнаруживает, что у этих Яджу есть репродуктивные органы. Эти белые бугорки на их задницах. Да, если их не уничтожить, из мертвых тел могут появиться новые кайдзю. Хасина в шоке от открытий Кафки и просит Канамида распространить информацию. Хасина снова хвалит Кафку. И Кафка не может поверить, что он действительно помогает силам обороны.
Кафка спешит позаботиться о телах побежденных кайдзю, клянясь, что сделает все возможное, чтобы быть рядом с Миной. Но тут он замирает, когда раздается мощный взрыв, и Хасина сообщает ему, что началась основная атака на Ханджу. Они заманили Хонджу в целевую зону, а другие отряды удерживают его на месте огнем на подавление. Мина достает свое мегаоружие и готовится устроить ад. Когда все находится на безопасном расстоянии, Мина получает разрешение на стрельбу. Мина думает о своем соперничестве с Кафкой за звание самого крутого офицера и готова показать ему, как далеко продвинулась. От безумной силы, которую она высвобождает, земля под ее ногами рушится. Ее костюм сообщает, что боевая мощь Мины составляет невероятные 96%. Хасина наблюдает за ней и надеется, что Кафка тоже внимательно следит. Мина стреляет из своего оружия. И эта безумно мощная атака уничтожает огромного Ханджу. Хасина хотел, чтобы Кафка увидел силу человека, рядом с которым он пытается быть. Когда ядро Ханджу обнажено, Мина заряжает свое оружие еще одним патроном. Она снова стреляет, разрушая еще больше Ханджу, и Каноми сообщает, что его жизненные показатели исчезли. Эта тварь падает на землю. И Каноми немного удивляется, когда Мина заряжает третий патрон. Нина снова стреляет, и Каноми говорит, что Ханджу больше не двигается. Все в шоке, но они все в шоке, когда Мина заряжает свое оружие четвертым патроном. Каноми говорит, что Ханджу уже повержен, но Мина требует, чтобы Каноми дал ей приказ стрелять еще раз, и она стреляет. Мина прицеливается и снова стреляет в монстра. Кафка в восторге от Мины, а Хасина подходит и спрашивает, готов ли Кафка отказаться от своей цели. Быть рядом с Миной означает, что он должен соответствовать ее безумной силе. Хасина признается, что сам он на такое не способен. Его боевая мощь не так хороша, как у нее, когда дело доходит до оружия дальнего действия, поэтому он не может справиться с такими крупными целями, как она. Но когда дело доходит до кайдзю среднего и малого размера, это совсем другая история. В этот момент Кафка начинает паниковать, потому что кайдзю подкрадывается к Хасине сзади. Но это шанс для Хасины продемонстрировать свою силу, о которой он говорил. Одним движением Хасина разрезает Яджу на куски и смело заявляет, что он лучше Мины, когда дело доходит до монстров такого размера. Кафка даже не успел заметить его атаку, и Хасина объясняет, что его семья на протяжении многих поколений была кланом охотников на кайдзю. Он продолжает рассказывать, что капитан и вице-капитан лучшие в отряде, поэтому у них есть специальное снаряжение, адаптированное к их боевым стилям. Мина сообщает Хасине, что Ханджу повержен. Хасина говорит Кафке, что наконец-то пришло время для настоящего боя. Кафка в замешательстве, потому что Ханджу уже повержен. Но Хасина напоминает ему, что настоящая проблема — это Рой Яджу, который все еще находится внутри его туши. Из нее начинает вылезать огромное количество Яджу. Хасина говорит всем, что как только они разберутся с мелочью, они могут отправляться домой. Новобранцы думают, что он слишком спокоен, поэтому ветераны начинают подшучивать над ними за то, что они так легко сдались. Они полны решимости показать новичкам, что в бою важна не только грубая сила, поэтому они выходят на поле боя. Командир взвода Яташима говорит Кагураги и Изума, что они могут позволить ветеранам разобраться с этим. Но они не согласны. Они тоже хотят сражаться. Каноми видит, что новобранцы устали. Их боевая мощь и выносливость падают. Хасина говорит, что это важная миссия, но если они справятся, то перейдут на следующий уровень. Большинство офицеров заканчивают свою карьеру с боевой мощью от 20 до 30%. Но есть небольшая группа, которая преодолевает этот барьер и становится капитанами. Кикуру — единственный новобранец, достигший этого уровня, но Хасина думает, что может быть еще один. Этот человек Ичикова. Следующее, что мы видим, это Ичикова, который уничтожает еще одного кайдзю, и Айхару злится. Он много лет учился в престижном техническом колледже, поэтому не может понять, почему не может угнаться за Ичикавой. В этот момент им сообщают, что поблизости замечено еще Яджу, и они оба отправляются на передовую. Ичикова шокирован, когда видит куртку компании по уничтожению монстров, и задается вопросом, почему один из уборщиков там. Они пытаются объяснить, что уборщики пока не нужны, но их игнорируют. Таинственный парень разочарован, потому что репродуктивные органы, которыми он снабдил Яджу, были уничтожены. Он задается вопросом, как они узнали, и предполагает, что кто-то из военных знает все о кайдзю. Затем эти парни шокированы, когда парень поворачивается к ним с изуродованным лицом и спрашивает, знают ли они что-нибудь о том, что произошло. Парень встает и указывает пальцем прямо на Айхару, и это выглядит очень плохо. Ичикова кричит Айхару, чтобы тот убирался с дороги, но черт возьми, он слишком медлителен. В итоге он получает пулю прямо в грудь. К счастью, ему удалось сохранить сердце целым. Но черт возьми, кровотечение все еще сильно его беспокоит. Ичикова пытается успокоить его, чтобы он мог использовать свой костюм, чтобы остановить кровотечение. Теперь они оба понимают, что это тоже чертов кайдзю. И есть только один гуманоидный кайдзю, кроме Кафки. И это кайдзю номер 9.
Они оба узнают в нем того, кто устроил хаос во время экзамена. И этот кайдзю уничтожил Кикуру, как будто это было пустяком. Так что им нужно быть очень осторожными. Номер 9 начинает говорить о том, как он разочарован своими испорченными имплантами, но он не собирается уходить с пустыми руками. Поэтому он решает, что хотя бы заберет живого офицера сил обороны. Ичикава и Айхару, они оба напуганы до смерти, услышав это, но им все равно нужно сохранять спокойствие. Ичикава пытается связаться с командиром взвода, чтобы сообщить ей, что происходит, и они могли бы вызвать подкрепление. Но передача не проходит, потому что у номера 9 было достаточно времени, когда он был человеком, чтобы понять, как работают радиосигналы. Поэтому он создает вокруг этого места зону, куда не могут проникнуть никакие сигналы. Таким образом, он может оставаться незамеченным для сил обороны, потому что они не смогут засечь его энергетическую сигнатуру. И в качестве бонуса это не позволит передать сигнал бедствия. Он указывает пальцем прямо на Ичикаву, на этот раз готовый напасть на него. И хотя Ичикава знает, что произойдет, он все равно не может полностью увернуться от пуль. Поэтому он теряет сознание. Номер 9 немного растерян, потому что хотя он и попал в Ичикаву, он не задел жизненно важные органы, в которые целился. Это заставляет его понять, что у Ичикавы должно быть есть какой-то способ предвидеть атаки. Когда Кафка и Ичикава встретились с Кикуру в закусочной, она хотела рассказать им о своей встрече с номером 9. На случай, если они когда-нибудь с ним столкнутся. Пули, которые он использует, могут сначала показаться чем-то вроде магии, но если вы внимательно посмотрите на его пальцы, то сможете понять, когда он собирается выстрелить. И как только Ичикава научится этому, он, наконец, сможет увернуться от пуль, как профессионал. Айхару шокирован тем, что Ичикава смог увернуться от такой быстрой атаки. И пока Ичикава отвлекает его, он стреляет в номер 9, чтобы Айхару смог сбежать. Айхару не в восторге от того, что его защищает Ичикава. Но он знает, что в этом бою от него будет мало толку. Парня чуть не подстрелили снова. После того, как Ичикава спас его, он еще раз просит Айхару бежать. И на этот раз Айхару понимает, насколько все плохо, поэтому он слушается и начинает хромать прочь. Ичикава может быть чертовски смелым, чтобы сражаться с номером 9 в одиночку, но он знает, что у Кикуру не было шансов против этого монстра. Так что у него тоже нет шансов победить. Но даже несмотря на то, что шансы против него, Ичикава хочет быть офицером, который готов рискнуть своей жизнью, чтобы спасти своих друзей, как это сделала для него Кафка. Поэтому он бросается вперед, пытаясь выиграть время, чтобы Айхару смог выбраться живым. Пока он это делает, Айхару отступает и смиряется с тем, что Ичика сейчас намного сильнее его. Он не хочет этого признавать, но недавно он достиг предела в своих тренировках. Хасина сказал им, что большинство офицеров достигают предела силы примерно на 20-30% совместимости. Но он также сказал, что любой может преодолеть этот барьер, если приложит усилия. Айхару застрял на 20% в течение последних 2 недель. И несмотря на его желание стать сильнее, Ичикава так легко его превзошел. Он ненавидит себя за это. Ичикава все еще делает все возможное, чтобы сдержать номер 9. Но номер 9 уклоняется от всех выстрелов и подходит вплотную к Ичикаве, просто чтобы позлить его. Ичикава может кое-что знать о номере 9, но он еще многого не знает, и номер 9 этим воспользуется. Когда начинают лететь новые пули, поднимается облако пыли. Похоже, Ичикава погиб. Но, к счастью, Айхару возвращается как раз вовремя, чтобы спасти его. Он больше не жалеет себя и не ждет, что его спасут. Поэтому он решает, что на этот раз спасет Ичикаву. Хотя у него все еще дыра в груди, так что он не может переусердствовать. Ичикава не может понять, почему Айхару вернулся сюда и подвергает себя опасности. Но если бы он этого не сделал, Ичикава был бы уже мертв. И в довершение всего, номер 9 сказал, что его барьер не пропускает ничего без его разрешения. Так что Айхару никак не мог выбраться отсюда. У них нет другого выбора, кроме как держаться вместе и победить номер 9. Хотя Айхару не сможет помочь из-за своей травмы, он говорит, что сделает все возможное, чтобы создать брешь для Ичикавы. И как только он это сделает, Ичикава изо всех сил ударит номер 9. Они оба соглашаются с планом, поэтому Ичикава бросается вперед, а Айхару прикрывает его огнем. Пули, которыми они стреляют, особенные. Так что с их помощью можно сдерживать номер 9. Но поскольку номер 9 считает Айхару большой занозой в заднице, он сначала нападает на него. Айхару не может увернуться, но, сосредоточившись, он чувствует приближение атаки и учится уклоняться от нее. Пока номер 9 недоумевает, почему он промахнулся, Айхару удается попасть ему в ногу пулями, что дает Ичикаве шанс занять позицию и использовать всю мощь своего костюма. Ичикава выкладывается на полную, выпуская всю обойму в номер 9. Но когда пыль оседает, он с ужасом обнаруживает, что ни одна пуля не попала в цель. Номер 9 построил стену из трупов для защиты,
И теперь, когда у Ичикова закончились патроны, он ничего не может сделать, чтобы номер 9 не превратил его в решето своими пулями. Тем временем за барьером Хасина только что узнал, что они потеряли связь с Айхару и Ичикавой. И их жизненные показатели тоже не отображаются. Так что есть повод для беспокойства. Кафка услышал отчет. И учитывая странное поведение Кайдзю, они с Кекуру поняли, что Кайдзю номер 9 должно быть прячется где-то поблизости. После попадания всех пуль тела Ичикавы горит от боли, но он все еще борется изо всех сил, стараясь не потерять сознание и продолжать сражаться. Номер 9 был шокирован тем, что Ичикава все еще двигается после всех этих ранений, но поскольку ему нужен живой подопытный, он не собирается убивать его сразу. Он собирается попробовать другие способы победить Ичикаву, но Айхару этого не допустит. Он выпускает несколько пуль в номер 9, чтобы защитить своего друга. Но номер 9 уже видел этот пистолет раньше. Так что для него отразить пули – детская забава. И расправившись с Айхару, он возвращается к Ичикаве. Ему интересно, сколько нужно пуль, чтобы остановить его. Айхару ненавидит видеть, как его друга ранят прямо у него на глазах, и как бы ему ни было неприятно это признавать, у Ичиковы больше таланта, чем у него. Поэтому, потянувшись за пистолетом, он клянется, что не даст ему умереть здесь, но проблема в том, что у него закончились патроны. Так что он мало что может сделать, чтобы спасти Ичикаву. Айхару теряет надежду, понимая, что умрет прямо здесь. Но все, чего он хочет, это чтобы Ичикава каким-то образом выжил. Номер 9 переключает внимание на Айхару, и поскольку он уже заставил Ичикаву остановиться, ему больше не нужен живой Айхару. Он направляет на него палец, чтобы прикончить. Но в последний момент из-за спины появляется Кафка и сносит номер 9 ударом в голову. Кафка опускается на колени рядом с Ичикавой и извиняется за опоздание. Но Ичикава винит себя за то, что был таким слабым. Он хотел справиться сам, чтобы Кафке не пришлось трансформироваться. Но все пошло не по плану. Айхару уже в панике, потому что с его точки зрения появился второй крутой кайдзю. Но он ничего не может с этим поделать. Оказывается, номер 9 может остаться в живых даже после обезглавливания. Поэтому, когда он поднимает голову, Кафка опускает Ичикаву на землю, потому что знает, что сейчас будет жарко. Ичикава не хочет, чтобы Кафка попал в беду, но Кафка говорит, что все в порядке. Ичикава должен сосредоточиться на том, чтобы перевязать раны, чтобы не истечь кровью. Пока он это делает, Кафка разберется с номером 9. Когда номер 9 снова надел голову на плечи, он даже не разозлился. Он спрашивает, почему Кафка напал на него из ниоткуда, когда они оба кайдзю. Но номер 9 понимает, что у Кафки серьезная сила, поэтому он хочет забрать его труп себе. Поэтому он стреляет в него. Это не наносит такого же урона, как и Ичикаве, поэтому номер 9 решает действовать по-другому, если хочет победить кайдзю уровня Кафки. Номер 9 выпускает несколько мощных пуль, готовых поразить Кафку. Но Кафка еще больше злится, потому что номер 9 все это время стрелял этими чертовыми пулями в мягкие человеческие тела Ичикавы и Айхару. Он может только представить, какую боль и страдания им пришлось пережить. Поэтому он заставит номер 9 заплатить за каждый чертов выстрел. Номер 9 начинает стрелять в Кафку, но Кафка стоит на своем и прямо перед тем, как его ранят, выпускает ударную волну, которая блокирует все пули. В мгновение ока он оказывается прямо перед номером 9 и начинает наносить ему удары, одновременно ломая ему зубы. Номер 9 пытается сопротивляться, но ничего не может сделать, чтобы остановить безжалостные атаки Кафки. Поэтому он решает отступить. Но Кафка не собирается так просто его отпускать. Он готовится нанести последний удар. Номер 9 понимает, что ему конец. И когда его отбрасывает на 4 квартала, он выглядит изуродованным, изувеченным и полностью обнаженным. Кафка догоняет его, готовый разнести его труп и прикончить его навсегда. Но тут их замечают несколько солдат сил обороны и сообщают, что они столкнулись с гуманоидным кайдзю. Тем временем Кекуру пытается победить одного из кайдзю, потому что ее оружие недостаточно мощное. Поэтому она берет дело в свои руки и хватает знак, чтобы использовать его как оружие. И она просто разрывает этого чертового кайдзю пополам. Теперь, когда она с ним покончила, она задается вопросом, куда делся Кафка. Когда они узнали, что Айхару и Ичикава пропали, Кафка решил пойти их искать. Но Кекуру спросила, как он собирается это сделать, если у него нет связи. Кафка объяснил, что пока на них нападают гуманоидные кайдзю, он сможет почувствовать, где они находятся. Затем он трансформировался и исчез. Но даже если он хотел спасти Ичикаву, трансформироваться посреди зоны боевых действий сил обороны – это очень рискованно. Распространяется слух о гуманоидном кайдзю, и Хасина получает сообщение. Он не теряет времени и спешит на помощь. Тем временем Кафка разбирается с офицерами, что дает номеру 9 шанс восстановиться и избежать неминуемой смерти.
Номер 9 утверждает, что он разгадал, как работает тело Кафки, и думает, что в следующий раз он его прикончит. Но Кафка этого не допустит. Он не позволит, чтобы это повторилось, поэтому готов преследовать номер 9. Но номер 9 начинает стрелять в офицеров сил обороны. Поэтому Кафке приходится переключиться и защищать их. Воспользовавшись возможностью, номер 9 совершает безумный поступок и исчезает, чтобы сбежать, что, я думаю, он может сделать. И поскольку номер 9 сбежал, Кафка решает, что ему тоже пора уходить. Он наносит удар, чтобы отвлечь внимание. Бен прыгает высоко в небо, чтобы сбежать. Он расстроен, что не смог прикончить номер 9, но по крайней мере он спас Ичикаву и Айхару от гибели. Так что он доволен тем, что сделал. Но когда он думает, что все в порядке, к нему подкрадывается вице-капитан Хасина. Хасина считает, что Кафка виноват в том, что случилось с Ичикавой и Айхару, поэтому он в ярости и готов убить Кафку. Прежде чем Кафка успевает моргнуть, Хасина оказывается прямо перед ним и чуть не отрубает ему голову. Кафка вынужден отступить, уклоняясь от ударов Хасины. Кафка вспоминает, как Хасина говорил, что он мастерски расправляется с маленькими кайдзю. И черт возьми, он не врал. Кафка раньше видел Хасину только улыбающимся, но когда он серьезен, он совсем другой. Хасина выходит из переулка и просит разрешения использовать всю мощь своего костюма, сняв ограничитель, и увеличивает мощность до 92. Он полон решимости уничтожить кайдзю номер 8. Кафка не хочет причинять вред Хасине, потому что знает, что его кулаки смертоносны. Но пока он размышляет, Хасина мгновенно разрезает его, давая понять, что он не выживет, если не будет серьезен. Хасина снова атакует, но Кафка успевает увернуться, отпрыгнув назад. Но не думайте, что он избежал гнева Хасины. Пока его преследуют, Кафка не успевает укрепить свое тело, чтобы противостоять ударам Хасины. Может, он и не такой сильный, как Кафка, но он намного быстрее. Раньше Кафка думал, что Кикуру крутая, когда она сражалась на поле боя. Но сейчас Хасина выглядит нечеловечески, когда он носится вокруг. Он снова наносит удар, и хотя Кафка избегает смертельного удара, он все равно глубоко ранит его. Кафка пытается понять, что за прием использовал Хасина, чтобы ранить его, потому что он не видел, как это произошло. Поэтому он находит место, где можно остановиться и восстановить свое израненное тело. Это первый раз, когда ему приходится восстанавливать свое тело, и это отнимает у него много сил. Так что он не может позволить себе снова получить такую рану. Хасина все еще преследует его, и он удивлен, что Кафка все еще держится. Он использует всю свою силу, но этот кайдзю продолжает его сдерживать. Это значит, что у этого кайдзю как минимум 8-я степень стойкости. Но это не единственное, что в нем странно. То, как этот кайдзю сражается, ненормально, но это не имеет значения, потому что все, что ему нужно сделать, это убедиться, что этот кайдзю не сможет отразить его следующую атаку. Он заряжает свои клинки, и когда они полностью заряжены, посылает энергетическую волну прямо на Кафку. Кафка знает, что это будет ужасно, поэтому пытается увернуться, но все равно получает ранение в ногу, и этого момента, когда он не может двигаться из-за раны. Хасине достаточно, чтобы сократить расстояние и оказаться прямо под Кафкой, чтобы прикончить его. Он целится в сердце Кафки. Но черт возьми, он удивлен, когда видит, что у Кафки вырастают зубы, чтобы схватить его клинок и не дать ему пронзить его сердце. Теперь он даже не может вытащить клинок. Поэтому Кафка пользуется возможностью нанести ответный удар и заряжает один из своих мегаударов. Но поскольку он все еще не хочет убивать Хасину, он целится в нож и отправляет его в полет силой удара. И как только Хасина теряет его из виду из-за поднявшейся пыли, Кафка исчезает в ночи. Хасина расстроен, потому что не смог победить кайдзю номер 8, но он все равно получил отчет о том, что произошло. Поэтому он берет рацию и рассказывает Мине о ситуации. Тем временем Кикуру глубоко задумалась о Кафке. Он мог спасти ее во время экзамена, но может ли она доверять ему, когда он кайдзю? И тут появляется Кафка, вернувшись в человеческий облик, и на ее взволнованном лице написано, что она действительно любит его. Кафка извиняется за то, что вел себя так безрассудно, потому что знает, что она, должно быть, очень волновалась. У него мало сил после того, как он восстанавливался после боя с Хасиной. Поэтому он чуть не падает, и Кикуру приходится его поддерживать. Кафка извиняется за то, что не прикончил кайдзю номер 9. Но Кикуру говорит ему, что все в порядке, потому что она планирует отомстить лично и сделать это своими руками. Кафка улыбается ей, но потом уходит, хотя он в ужасном состоянии. Он говорит, что хочет отправиться к Ичикаве и Ихара, потому что они сильно пострадали. Но Кикуру хватает его и спрашивает, есть ли у него медицинское образование, чтобы помочь именительных. О них уже позаботились военные. А с новыми медицинскими технологиями Ичикава и Ихара скоро встанут на ноги. Кафке стоит беспокоиться о себе, потому что его не только заметили офицеры, но и он столкнулся лицом к лицу с вице-капитаном Хасиной. Если он не будет осторожен, то его поймают. Пока все добивают оставшихся врагов и готовятся идти домой,
Хасина глубоко задумался о своей встрече с Кайдзю номер 8. Мина подходит к нему, потому что редко видит его таким подавленным, и решает сфотографировать этот редкий момент. Затем она спрашивает Хасину, действительно ли номер 8 был таким сильным, и он подтверждает это, говоря, что это был один из самых сильных кайдзю. Если это правда, то номер 8 — это какая-то сумасшедшая аномалия, потому что за последние 5 лет мы не видели такого сильного кайдзю. Нам чертовски повезло, что он пока не причинил никому вреда. Он не похож на того, кто просто так нападает на людей. И именно поэтому Хасина считает их бой таким странным. У него был шанс нанести удар, но он решил вместо этого схватить нож. И вся эта чертова драка больше походила на то, что Хасина сражался с обычным человеком, а не с кайдзю. Мина говорит Хасине сделать перерыв, потому что он, должно быть, чертовски устал после боя. Она справится сама, а что касается номера 8, то неважно, что это за кайдзю и как он себя вел. Их задача — нейтрализовать любого кайдзю, который попадется им на пути. В этот момент Хасина и Мина получают отчет от одного из командиров взвода. Они только что закончили разговор с Ичикавой и Ихара, и оказалось, что кайдзю, который их ранил, тот же, что был на экзамене. И вдобавок ко всему, когда они его нашли, он был в человеческом обличье. В то же время кайдзю номер 9 тоже вернулся в человеческий облик. Он шел по дороге, когда сзади подъехала машина, и парень в ней просто пытался добраться домой с работы. Он хотел, чтобы этот парень, стоящий посреди дороги, убрался с его пути. 9 поднимает палец, как будто собирается выстрелить в этого надоедливого человека своими пулями пальцами. Но потом передумывает и проходит мимо него. Парень в машине начинает паниковать, и все становится еще хуже, потому что когда он оборачивается, то видит, как 9 превращается в огромного монстра, и его съедают заживо. Через некоторое время 9 превращается в человека и уезжает на машине, слушая новости, и его следующая задача — найти способ убить Кафку. В больнице Ичикава наконец приходит в себя и видит Кафку и Кикуру, сидящих у его кровати. Они очень рады, что с Ичикавой все в порядке, и Ичикава благодарит Кафку за то, что тот спас его. Но, судя по взглядам Кафки и Кекуру, ему, наверное, не стоило этого говорить. И Ичикава даже не заметил, что Ихара был в комнате. Теперь он задается вопросом, почему Кафка получает всю благодарность, когда именно кайдзю номер 8 спас их. Кикуру быстро соображает и говорит, что Ичикава благодарит Кафку за то, что тот заметил репродуктивные органы кайдзю, потому что это очень помогло в бою. Ихара это понимает. Хотя ему все еще интересно, почему кайдзю вообще спасает людей, ведь он уничтожил номер 9 в мгновение ока. Даже для кайдзю это чертовски круто. Но он не может понять, почему Кафка краснеет, услышав это. Когда Ичикава и Ихара наконец выписываются из больницы, они в шоке от того, что вся команда устроила им вечеринку-сюрприз. Вечеринка в честь первой успешной миссии. Они ждали, когда они вернутся, чтобы присоединиться к ним. И теперь, когда все собрались, Кафка кричит, чтобы начать вечеринку. Но он не ожидал того, что произошло дальше. Они достают лучшую говядину ваджу в мире. Потому что шеф-повар не подаст ничего меньшего для такого человека, как Изума. Изума начинает жаловаться, потому что помнит, что просил шеф-повара не переусердствовать. Но шеф-повар уверяет его, что с него не возьмут дополнительную плату. Кафка удивляется, кто такой Изума, а Кикуру шокирован тем, что Кафка никогда не гуглил его. Этот парень — наследник компании Izuma Technologies, крупнейшего производителя оружия против кайдзю в стране. Именно они создали костюмы, которые носят солдаты сил обороны. Так что он, наверное, сейчас самый богатый человек в Японии. Хасина выходит вперед и обращается ко всем на вечеринке, говоря, что он редко бывает таким, поэтому им лучше повеселиться по полной. Вечеринка начинается, и все идет отлично. Ичикава благодарит Хасину за то, что он устроил вечеринку. Но Хасина устроил вечеринку не просто так, он ждет чего-то еще. И вскоре начинается шоу, когда люди начинают спорить. Кикуру упрекает Ихара за то, что он слишком сосредоточен на том, чтобы покрасоваться перед Ичикавой, но Ихара не хочет это слышать, потому что она только и делает, что хвастается во время сражений, и не только они. Куда бы Ичикава ни посмотрел, люди спорят из-за каждой мелочи, которая произошла во время миссии. Но не все так плохо. Они просто пытаются общаться и понять, как улучшить свою игру в следующий раз. Но это не значит, что не будет старых добрых споров. Тем временем в коридоре Изума болтает с шеф-поваром Дадзимой. Он говорит, как был счастлив, когда Изума позвонил ему. Он думал, что больше никогда его не увидит после того, что произошло в прошлый раз. Он спрашивает Изума о его отце, и их отношения не сильно изменились, потому что Изума все еще не разговаривает со своим отцом после какого-то инцидента. В этот момент появляется Кагураги, и видно, что он слышал каждое слово.
Но он знает, что это личное, поэтому просто идет в ванную. Вернувшись в комнату, Хасина наконец успокаивает всех и делает неожиданное заявление. Он объявляет, что Кафка получил признание за помощь в последней миссии. Его информация о Кайдзю спасла множество жизней, поэтому его официально повысили до полноправного члена сил обороны. Все радуются достижениям Кафки. А на следующий день Кафка официально вступает в должность с помощью Мины. Он рад, но хочет быть осторожным, чтобы не сболтнуть лишнего, как в прошлый раз. Поэтому он неловко извиняется. Но когда он уходит, Мина напоминает ему, что ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет быть рядом с ней, показывая, что она все еще помнит их обещания. Кафка воодушевлен и говорит ей, что не подведет ее. Но это считается лишним словом, поэтому она заставляет его сделать 50 отжиманий. У нее встреча по поводу появления Кайдзю номер 8 и 9. Так что Кафке придется спросить Хасину о документах для его нового офицерского статуса. Она также сообщает ему, что Хасина замолвил за него словечко. Так что ему лучше оправдать ожидания этого человека. Уже поздно, а Кафка все еще занимается, как всегда. Но он знает, что должен закончить, пока Хасина не пришел и не начал ругать его за то, что он не спит. Поэтому он решает закончить на сегодня и уйти. Но когда он выходит из комнаты, он замечает, что в тренировочном зале все еще горит свет. Любопытство берет вверх, и он идет проверить. И тут он замечает Хасину, который тренируется. Хасина тренируется с помощью мысленных образов, представляя битву, которая произошла днем. Он пытается понять, как мог бы нанести больше ударов, и настроен серьезно. Это немного пугает Кафку, и он падает. Наконец Хасина замечает его и начинает ругать за то, что он опять не спит допоздна. Кафка спрашивает Хасину, почему он тоже тренируется так поздно. Хасина объясняет, что ему нужно быть готовым к встрече с Кайдзю номер 8 в следующий раз. Он прокручивает бой в голове и понимает, что с самого начала все сделал неправильно. Если бы он с самого начала выложился по полной, то мог бы победить. Обычные офицеры не справились бы с таким сильным зверем, как 8 или 9, поэтому Хасина должен быть тем, кто справится с ним. Кафка видит, как усердно Хасина работает, чтобы защитить всех. Поэтому он обещает, что будет стараться изо всех сил, чтобы оправдать ожидания Хасины. Но Хасина не верит ему и берет Кафку в захват, говоря, что он слишком много болтает, когда его боевая мощь все еще составляет жалкий 1%. Но если Кафка так сильно хочет помочь, Хасина не против, чтобы он пока соответствовал 1% его ожиданий. Хасина заканчивает тренировку и возвращается в главный офис, а Кафке говорит, чтобы тот поскорее ложился спать. Но в небе становится опасно. Новый гуманоидный кайдзю готовится к атаке со своей командой воздушных кайдзю. Некоторое время спустя Хасина думает о том, что кайдзю номер 8 двигается как человек. А кайдзю номер 9 может говорить и маскироваться под человека. Хасина начинает волноваться, потому что с кайдзю происходит что-то странное. Тем временем Кафка думает о том, что сказал ему Хасина, и решает, что не может его подвести. Кафка ложится спать, но, черт возьми, он поражен, когда видит, как с неба льется огонь. Вся база разрушена огромным количеством огненных шаров, и команда Кафки просыпается и видит, что все в хаосе. Каноми говорит Хасине, что они видят множество кайдзю внутри базы. Эти монстры атакуют их с воздуха, и у каждого из них рейтинг стойкости выше 6. Но самое страшное – они все ханджу. На земле один из этих зверей разрывает базу на части мощной атакой. Поскольку мины нет рядом, Хасина берет командование на себя. Он приказывает всем заманить как можно больше кайдзю в тренировочный зал и убедиться, что ни один из них не покинет базу. Они не получают никаких сообщений о повреждениях за пределами базы, поэтому Хасина задается вопросом, не охотятся ли кайдзю за самой базой. Кафка в ужасе от того, что видит горящую базу, и он знает, что эти кайдзю типа Виверн – серьезная проблема. Но потом он останавливается и понимает, что если они типа Виверн, то что-то определенно не так. В другом месте Хасина собирает всех с винтовками и говорит им идти в центр базы. Они будут заманивать кайдзю и стрелять в них. В этот момент Кафка сообщает Хасине, что обычно за год появляется всего около дюжины кайдзю типа Виверн. И всегда было одно и то же. Они всегда появлялись поодиночке. Хасина считает, что если на этот раз они пришли группой, значит что-то заставило их забыть о гордости и действовать с определенной целью. Он предполагает, что у них есть крутой лидер. И тут перед Хасиной появляется этот лидер и говорит, что цель обнаружена. Хасина говорит Кафке, что сейчас повесит трубку. Лидер прямо спрашивает, самый ли Хасина крутой человек на базе. Но Хасина просто в шоке, что он может говорить. Мины нет рядом, поэтому Хасина утверждает, что он самый сильный, и лидер решает, что Хасина его добыча. В этот момент Каноми сообщает, что этот лидер кайдзю класса Декэйдзю с рейтингом стойкости 8-3. Хасина говорит своей правой руке разобраться с другими кайдзю, чтобы он мог сосредоточиться.
но ему нужно быстро увернуться от атаки Декейдзю. Монстр впечатлен, говоря, что Хасина прошел испытание, прежде чем нанести еще одну безумную атаку. Хасина снова уклоняется, что еще больше радует Декейдзю. Он решает, что пора начинать уничтожение. И его крик заставляет всех остальных кайдзю тоже кричать. Хасина понимает, что они реагируют на его боевой клич, подтверждая, что они охотятся за базой. В этот момент ему нужно увернуться от еще одной атаки, и он замечает, что удары монстра похожи на удар метеорита. Он знает, что если его ударят, то игра будет окончена, поэтому продолжает уклоняться от атак. Ему удается нанести удар. Но черт возьми, кожа этого зверя еще прочнее, чем у кайдзю номер 8. Тем временем остальные пытаются сражаться с кайдзю. Они не могут нанести никакого урона, и они в шоке, когда Кафка говорит им перестать атаковать спереди и бить сзади. Видите ли, кайдзю типа виверн, легкая мишень спереди. Когда они летят, поэтому у них там более толстая кожа, но кожа на спине тонкая, чтобы уменьшить вес. Ядра тоже сзади. Остальные впечатлены знаниями Кафки, поэтому они меняют построение, чтобы атаковать кайдзю сзади. Идзума и Кагараги объединяются, чтобы сразиться с одним из этих зверей, а Кагараги отвлекает его. Идзума использует всю свою боевую мощь для атаки. Но ему нужно быстро увернуться, когда другой кайдзю нападает на него. Это ужасно, потому что эти кайдзю работают вместе и прикрывают друг друга. Никто не знает, что делать, поэтому все в шоке, когда Кекуру говорит, что есть другой способ. В этот момент Кикуру молниеносно приближается и начинает уничтожать кайдзю. Она достает новое оружие и прямо заявляет, что ее план высвободить свою неудержимую силу и пробить их переднюю броню. Оказывается, в подземном хранилище оружия на базе Кикуру была в шоке, когда узнала, что для нее сделали специальное оружие. Обычно его получают только капитаны, но для Кикуру сделали исключение. Уровень угрозы кайдзю растет, и Кикуру занимает 3-е место среди самых сильных офицеров на базе. Теперь к ней относятся как к ключевому игроку. Мина объявляет, что Кикуру официально является 3-м по силе оружием после капитана и вице-капитана. Ее задача — уничтожить этих кайдзю. В настоящем Кикуру понимает, что это оружие очень мощное. Единственный минус в том, что оно ужасно выглядит и не соответствует ее стилю. У всех отвисает челюсть, когда они видят, какой урон она наносит. И она заявляет, что этому кайдзю пришел конец. Кикуру уклоняется от его атаки и показывает, что ее оружие сделано из униоргана, взятого у нейтрализованного ханджу 2 года назад. Хасина сказал ей, что когда она нажимает на курок и активирует его, он выпускает ударные волны, Кикуру использует это, чтобы ускориться, и наносит свой первый удар, чтобы сокрушить кайдзю. Но тут, откуда ни возьмись, появляется еще один кайдзю, и она поражает его еще одной ударной волной. На этот раз, нанося огромный урон, парни в восторге и думают, что это оружие идеально ей подходит. Затем в небе появляется кайдзю. Но Кикуру в шоке, когда в него попадают замораживающие снаряды. Это Итикава. И Кикуру впечатлена тем, что он может так сражаться с такими сильными кайдзю. Итикава продолжает стрелять в кайдзю, а Кекуру добивает его. Кикуру позволяет Итикаве присоединиться к битве, но только если он сможет не отставать. И Итикава такой: черт возьми, я справлюсь. Идзума и Кагараги тоже не собираются отставать, поэтому они решают атаковать врага сзади, пока Кикуру их отвлекает. Хасина рад слышать, что Кикуру справляется, но у него большие проблемы с лидером. Скорость и сила этого существа зашкаливают. И что еще страшнее, Хасина видит, что кайдзю наслаждаются битвой. Кайдзю не должны испытывать такие эмоции. Хасина направляется к 3-м воротам, но злится, когда зверь их разрушает. Затем зверь исчезает, оставляя Хасину в шоке. Этот странный монстр объясняет, что большинство кайдзю не могут сражаться так, как Хасина. Поэтому он с нетерпением ждет возможности поглотить его и стать еще сильнее. Лидер отбрасывает Хасину, но даже признает его силу, потому что ему удалось отрубить ему руку. Тогда Хасина извиняется перед Каноми, потому что решает пропустить обычную процедуру. Теперь, когда они на тренировочной площадке, ему не нужно беспокоиться о том, что он может навредить офицерам, поэтому он выкладывается на полную. Хасина использует 92% своей боевой мощи и заявляет, что пришло время нейтрализовать этого кайдзю. Где-то в другом месте эта девушка попадает в беду. Кафка рядом, но он не успеет. Поэтому он трансформирует только ноги, чтобы спасти ее. Она в шоке от того, что ее спас Кафка, и думает, что он освоил свой костюм, но тут зверь готовится напасть на них. К счастью, Кикуру и Итикава приходят на помощь. Кикуру говорит им отвезти раненых в безопасное место. Затем Итикава обращается напрямую к Кафке и говорит ему не рисковать. Он напоминает Кафке, что теперь он полноценный офицер и должен верить в своих товарищей. Кафка понимает и с восхищением наблюдает за их битвой. Они объединяются против кайдзю, и Кафка не может не задаться вопросом, когда они научились так слаженно работать в команде. В этот момент Каноми сообщает, что прибыли другие отряды, чтобы помочь. Кафка в восторге, потому что это значит, что наконец-то появились старшие офицеры, которые были не на дежурстве. Взвод начинает разрабатывать план совместной работы, и ситуация становится более обнадеживающей.
Они дают отпор даже без мины. Кафка идет помогать раненым и думает о том, какие они крутые, его третье подразделение. Рядом Хасина говорит лидеру, что они связались не с теми людьми, и он уверен, что они победят. Они снова начинают сражаться, и Кайдзю что-то понимает. Хасина пробивает крошечные щели в его экзоскелете. Но черт возьми, ему это больше не нравится. Теперь, когда стратегия Хасины раскрыта, Кайдзю легко закрывает эти щели. Но Хасина все равно умудряется разрезать зверя на куски. Лидер понимает, что Хасина просто отвлекал его, целясь в щели. Хасина разрывает лидера на части. Но потом он сам в шоке, когда монстр становится еще сильнее, это то, ради чего он живет, и он начинает восстанавливаться. Зверь рад сражаться с кем-то, кто не уступает ему в силе, но снова оказывается застигнутым врасплох, когда Хасина разрезает его настолько, что обнажает его ядро. Хасина использует еще одну технику с 6 мечами, и все радуются, думая, что битва окончена. Но подождите, Каноми замечает что-то странное, и Хасина кричит, что это еще не конец. Тем временем Кафка чувствует сильную боль неподалеку. Он удивляется, почему его способности к обнаружению срабатывают, хотя он не трансформировался. Кафка в ужасе. Думая о худшем и беспокоясь о Хасине, Каноми тоже в ужасе, а Хасина наблюдает, как Кайдзю начинает превращаться во что-то гораздо большее. Он понимает, что положение Коры должно быть изменилось, поэтому он не смог полностью уничтожить его. Кайдзю выпускает сверхгорячий пар, и Хасина рад, что привел его на тренировочную площадку. В этот момент Каноми сообщает, что стойкость Кайдзю растет, и она не может поверить в это число. Зверь заканчивает трансформацию, и она объявляет, что его стойкость теперь равна 9. Хасина в ужасе от того, во что он превратился, и Кайдзю издает чудовищный рев. Кайдзю вырос до невероятных размеров. И бедный Хасина в полном дерьме, потому что он больше не в своей стихии. Трансформация Кайдзю даже заставила Кафку что-то почувствовать, и он понимает, что что-то не так. Поэтому Кафка бежит к Хасине Кайдзю, чтобы помочь им. Кайдзю пытается раздавить Хасину как жука. Но мой парень уворачивается и начинает резать руку Кайдзю, как сумасшедший. Хасина выкладывается на полную, но его клинки не могут пробить такую огромную разницу в размерах. Вот почему он всегда ненавидит сражаться с этими гигантскими кайдзю. Но теперь он застрял в этой передряге, и ему приходится полагаться на свою скорость, чтобы не попасть под удар и поразить ядро кайдзю, когда у него есть шанс. Но вдруг Хасина чувствует мучительную боль во всем теле, потому что он слишком сильно напрягается. Прошло 10 минут с тех пор, как он выложился на полную. Каноми умоляет его остановиться, пока он не навредил себе еще больше. Но в пылу битвы Хасина не может позволить себе расслабиться. Он понимает, что у него осталась всего минута, прежде чем он погибнет. Поэтому он пытается использовать это время по максимуму, подкрадываясь к кайдзю, используя ближайшее здание. Но, черт возьми, когда Хасина прыгает в воздух, чтобы атаковать, он в шоке обнаруживает, что у кайдзю есть глаза на затылке. Гигант видит, что Хасина приближается, и уворачивается от него, отправляя его в полет через весь город. Этот последний удар лишил Хасину последних сил, отключил его максимальную мощность и отправил в путешествие по воспоминаниям. Когда Хасина был еще совсем юным, его отец восхищался им за то, что он был гением владения клинком. Если бы он родился 200 лет назад, он был бы настоящей легендой. Но времена изменились, и мечи больше не являются оружием выбора. Вернемся в настоящее. Каноми сходит с ума, кричит Хасине, чтобы он проверил, жив ли он. Он поднимает голову и говорит ей, чтобы она не волновалась, потому что он еще дышит. Его щиты на максимуме едва удерживают его жалкую задницу в целости. Возможно, он и выжил, но у него закончились идеи. Все, что он пробовал до сих пор, было бесполезно. Он спрашивает Каноми, как дела у остальных членов команды. Она сообщает ему, что гражданские почти вышли из опасной зоны, а виверны гибнут как мухи. Хасина рад слышать, что все держится, поэтому он решает продолжать сражаться, даже если это будет стоить ему жизни. Каноми умоляет его остановиться, но мой парень не сдается. Он подпрыгивает в воздух и наносит удар кайдзю. Но рана мгновенно заживает. Теперь кайдзю точно знает, что у Хасины нет ни единого шанса победить его. И что делает кайдзю? Он посылает за ним взрывающуюся виверну, и Хасина снова отправляется в путешествие по воспоминаниям. Его отец прямо сказал ему отказаться от мечты стать членом сил обороны, потому что навыки владения мечом не помогут против кайдзю. Люди уже давно говорят ему, что его навыки владения мечом бесполезны против кайдзю. Но потом появляется Мина и меняет все. Вместо того, чтобы ругать его, она просит Хасину присоединиться к ее отряду, потому что он именно тот человек, который ей нужен. Она не умеет обращаться с мечом, поэтому хочет, чтобы Хасина был рядом с ней, чтобы расчищать путь, когда ей нужно прицелиться и уничтожить цель. Мина оставила его на базе, пока она занималась своими делами.
Хасина не позволит этому месту пасть, чего бы это ни стоило. Поэтому он продолжает наносить удары Кайдзю, используя все известные ему приемы. Но Кайдзю ловит его и собирается раздавить как жука. Кафка видит, что происходит, и спешит на помощь, готовый превратиться и спасти жалкую задницу Хасины. Но прежде чем он успевает сделать что-то супергеройское, он слышит голос Мины по рации, и Хасина чувствует облегчение, потому что знает, что победа уже близко. И в тот же момент Кайдзю получает удар и теряет руку. Мина стоит на соседней крыше с рельсотроном и не шутит. Она стреляет в другую руку Кайдзю, прежде чем отскочить, чтобы не получить ответный удар. Кайдзю все еще восстанавливается, поэтому Каноми говорит Мине, что его ядро должно быть где-то на спине. Мина снова прицеливается, а Хасина уже измотан. Но он все еще готов сражаться. Он полон решимости сделать все, что в его силах, даже с израненным телом. Чтобы Мина могла прицелиться, он снова включает свой костюм на 63% мощности, чтобы нанести удар по ногам и бедрам Кайдзю, замедляя его. Но Каноми волнуется, говоря, что он уже выжил из костюма все, что мог, и дальнейшее использование может навредить ему. Хасина прекрасно понимает, на какой риск он идет. Но даже после его отчаянной атаки Кайдзю может восстановиться за долю секунды. Хасина не наносит достаточно урона, чтобы обездвижить этого зверя. Его мощность слишком мала, и он не знает, как победить Кайдзю с помощью взрывной силы, которая ему нужна. Но тут неожиданно появляется Киру, размахивая топором, пытаясь помочь Хасине. Но даже с ее невероятной силой она все еще слишком слаба, чтобы оставить хоть царапину на прочном экзоскелете Кайдзю. Возможно, она не сможет победить Кайдзю в одиночку, но ее присутствие наводит Хасину на мысль. Поэтому он говорит ей продолжать атаковать и следовать его примеру, чтобы она могла наносить удары по ранам, которые он наносит Кайдзю. Кику соглашается с планом, и они вдвоем приступают к его осуществлению. Хасина разрезает панцирь Кайдзю, а Кику наносит мощный удар по обнаженной плоти. Кажется, атака сильно ранила Кайдзю, потому что он кричит от боли и падает на колени. Они успешно обездвижили его, по крайней мере на время. Но напряжение, которое Кикару испытывает, наконец-то сказывается на ней. Она достигает предела и теряет сознание. Хасина понимает, что Кикару пока не в состоянии сражаться, но он не волнуется, потому что они уже выиграли достаточно времени, чтобы Мина заняла позицию для решающего выстрела. Она выпускает мощный заряд, разнося спину Кайдзю в клочья и обнажая его ядро. Когда ядро обнажено, Мина готова покончить с Кайдзю раз и навсегда. Но Каноми предупреждает ее, что у нее осталась всего одна пуля, так что ей лучше не промахнуться. Все силы обороны прикрывают Мину, чтобы она могла сосредоточиться на прицеливании. Благодаря объединенным усилиям сил обороны и Хасины, который выкладывается на полную, чтобы нанести урон, Кайдзю отвлекается, и Мина делает идеальный выстрел. Ядро Кайдзю разлетается на куски, а части его тела разлетаются во все стороны. Похоже, битва наконец-то закончилась, и все начинают ликовать, празднуя свою эпическую победу. Кафка переполнен эмоциями, видя, как усердно все работали и как круто они выглядели во время битвы. Это вдохновляет его стать сильнее, чтобы однажды он мог сражаться рядом с Миной. Итикава шутит о том, что у Кафки перекошенное лицо, и Кафка считает, что это слишком жестоко. Но потом Итикава говорит ему, что он тоже хочет стать сильнее, поэтому они должны объединиться и вместе работать над достижением своих целей. Тем временем Кикуру, Хасина и Мина разговаривают, и Хасина говорит Кикуру, что они с Миной позаботятся об остальных вивернах. Но подождите, Мина говорит, что Хасине тоже нужно отдохнуть. На самом деле это касается и ее, потому что она выложилась на полную после последнего выстрела. Поэтому командиры отрядов просят ее оставить отставших на их попечение. Пока они обсуждают план зачистки, Мина чувствует, что что-то не так. И через мгновение они все видят что-то ужасающее. Они смотрят в небо, и там парит огромная масса. И она состоит из виверн, которые превратились в бомбы. Чем больше виверн присоединяется к этой массе, тем мощнее становится бомба. Если она взорвется, это будет похоже на ядерный взрыв. Некоторые офицеры начинают стрелять в нее, пытаясь сбить. Но это слишком рискованно, потому что это может привести к немедленному взрыву. Мина отдает приказ об эвакуации, но у них нет времени из-за радиуса взрыва бомбы. Затем Хасину вызывает едва живой Кайдзю, и он насмехается над ними, говоря, что это ничья, потому что даже если они уничтожат его ядро, он заберет их всех с собой. Мина в замешательстве, не зная, что делать, потому что у нее закончились патроны. Но тут она видит, как мимо нее пробегает Кафка. Итикава уже знает, что задумал Кафка, и умоляет его остановиться. Но Кафка продолжает бежать, и Хасина пытается остановить его, потому что все еще считает Кафку слабаком, который ничем не может помочь. Но когда он догоняет его, то понимает, что Кафка бежит как спринтер.
Он не должен был так бегать с мощностью костюма всего в 1%. Кафка начинает трансформироваться на бегу, и когда он полностью меняется, все в шоке. Канноми начинает получать данные о новом кайдзю на поле боя, и у этого парня сила духа 9-8. В этом нет никаких сомнений, потому что все уверены, что перед ними кайдзю номер 1. 8. Хасина всегда чувствовал, что с Кафкой что-то не так. Но в итоге он так сильно полюбил его, что даже не думал, что Кафка может быть кайдзю номер 8. Кафка извиняется перед Хасиной за то, что обманывал его все это время и подвел, и перед Кикуру за то, что раскрыл свое прикрытие. Даже после того, как он заставил ее пообещать хранить его секрет, он также извиняется перед Итикавой за то, что так рисковал. Но у него нет другого выбора, если он хочет всех спасти. Они все рисковали своими жизнями и сражались сегодня изо всех сил. Он не может быть единственным, кто ставит свою безопасность выше жизни других. Затем он включает свои ускорители, о которых только что узнал, и взлетает в небо. Направляясь прямо к ядерной бомбе Кайдзю, он наносит такой сильный удар, что она улетает на орбиту. Кафка падает на землю, и Мина приказывает всем включить щиты на максимальную мощность, прежде чем бомба взорвется. Взрыв не такой сильный, потому что Кафка отправил бомбу высоко в небо, но все равно все разрушено. Кафка использует свою энергию, чтобы защитить офицеров. Когда все успокаивается, он понимает, что теперь, когда его секрет раскрыт, ему будет очень больно. И тут мы видим, что Мина держит его под прицелом и говорит, что берет его под стражу. После того, как они поймали Кафку, они созвали собрание, чтобы решить, что делать дальше. Но никто не ожидал, что среди них прячется кайдзю, и не просто кайдзю, а такой зверь, как Кафка. Поэтому заместитель директора считает, что с ним нужно разобраться немедленно. Но они должны держать это в секрете, потому что если СМИ узнают, это вызовет массовую панику и все такое. Ходят слухи, что какая-то другая страна экспериментирует с пересадкой мышц кайдзю людям, и если они узнают о Кафке, то попытаются забрать его себе. Один из членов совета предлагает тайно убить Кафку и превратить его труп в оружие, но другой предлагает использовать Кафку как живое оружие кайдзю. Они все сомневаются, не зная, что делать с Кафкой. Тогда главный босс, генеральный директор Шинамия, говорит, что примет решение после личной встречи с Кафкой. Тем временем Кафка сидит в своей камере, спокойный и расслабленный. Его охранники не могут поверить, что такой парень, как он, может быть кайдзю. Прошел целый день с тех пор, как Кафку поймали, и он не знает, что с ним сделают. Он помнит, как Кикару говорил, что силы обороны превращают могущественных кайдзю в безумное оружие под названием номера. Учитывая силу Кафки, скорее всего, они превратят его в оружие, раз уж он у них в руках. Кафке очень обидно, что он так теряет свою жизнь. Особенно после того, как он снова сблизился с Миной, он знает, что она на него злится. И тут входит Мина, чтобы отвезти Кафку в штаб-квартиру. Но когда Кафка пытается что-то сказать, Хасина затыкает его. Когда его уводят, он понимает, почему они оба злятся на него за то, что он скрывал это. И когда он выходит на улицу, Кафка видит, что все члены третьего отдела выстроились в ряд в качестве охраны. Никто из них не говорит ему ни слова, и он даже не может заставить себя посмотреть на них, потому что чувствует, что предал их. Но перед тем, как его сажают в грузовик, Итикава говорит Кафке, что все еще верит в него. Черт! Кафка очень удивлен, потому что думал, что Итикава больше никогда с ним не заговорит. Но тут Мина включает свет и говорит, что в комнате нет камер, поэтому она может поговорить с ним напрямую. Она была в шоке, когда увидела, как Кафка превращается в кайдзю. Но в глубине души она знает, что он бросился спасать всех, потому что это в его стиле. Поэтому она все еще безоговорочно доверяет ему. Мина собирает доказательства и показания, чтобы помочь Кафке. Если они докажут, что он все еще человек, может быть, они его пощадят. И это не только ее личное мнение, потому что все в третьем отделе по-прежнему считают его другом. Но пока она должна следовать правилам. Поэтому она просит Кафку сесть, пока она рассказывает, куда его везут. В середине ее рассказа Кафка перебивает ее и спрашивает, может ли он по-прежнему быть рядом с ней. Мина улыбается и говорит, что всегда будет его ждать. Грузовики едут в штаб-квартиру, и когда они уезжают, Хасина говорит третьему отделу отдать Кафке честь. Но поскольку заместитель директора наблюдает и не одобряет Кафку, он делает вид, что это честь для Мины. В штаб-квартире сил обороны Кафку запирают в каком-то охраняемом помещении и оставляют там. Проходит несколько дней, и в третьем отделе все чувствуют себя паршиво, потому что потеряли Кафку. Ихара все еще не может поверить, что Кафка кайдзю номер 8, а Итикава, похоже, очень тяжело переживает ситуацию с Кафкой. Одна девушка из команды рассказывает, как Кафка спас ей жизнь в бою,
и как круто он находил слабые места Кайдзю. К тому же с ним весело, и они все хотят, чтобы он вернулся живым. Тогда Кагараги говорит, что это не их дело. Если бы стало известно, что человек превратился в кайдзю, это напугало бы весь мир. Никто бы не знал, кайдзю ли человек рядом с ним или нет. Тем временем Мина вызывает Каноми в свой кабинет, чтобы попросить об услуге. Она хочет, чтобы Каноми собрала все кадры, на которых Кафка крутой член сил обороны, и сделала это быстро, пока Кафку не казнили, или что-то в этом роде. Хасина наблюдает за восстановлением базы. И когда его спрашивают, что он думает о ситуации с Кафкой, он просто говорит, что хочет, чтобы Кафка поскорее вернулся, чтобы они могли провести матч-реванш. Он знает, что не воспринимал тот бой всерьез, когда Хасина поймал его как кайдзю номер 8, поэтому он хочет, чтобы они могли провести честный бой, когда Кафка вернется. Тем временем Кикуру стоит у кабинета генерала, готовясь поговорить со своим стариком. Она стучит в дверь и получает разрешение войти. Она обращается к отцу по званию и умоляет сохранить Кафке жизнь. Она говорит, что Кафка спас ее, но Шинамия считает, что это ее вина, что ее нужно было спасать. К тому же он только что сделал Кафке рентген, и в его груди не сердца, а ядро кайдзю. И это приводит его к выводу, что Кафка просто чертов кайдзю. Он не позволит ни одному из этих ублюдков жить после того, как они убили маму Кекуру. Затем он говорит Кекуру, чтобы она убиралась из его кабинета, потому что, что бы она ни говорила, он не передумает. Но прежде чем уйти, она говорит ему, что все еще верит в Кафку. Тем временем Кафка сидит в своей камере, когда к нему приходят ученые, чтобы провести физические тесты. Но даже когда Кафка пытается заговорить с ними, они его игнорируют. Он остается наедине со своими мыслями о своей команде в третьем отделе и о том, как ему вернуться к ним. В третьем отделе все в шоке, когда узнают, что их переводят в другие отделы. Мина объясняет, что это всего лишь временная мера. Их нынешняя база разрушена на 75%. Так что это больше не подходящее место для операций. И с появлением новых кайдзю, включая номер 9 Ида Кайдзю, которого теперь называют номером 10, штаб-квартира беспокоится, что эти кайдзю могут что-то замышлять. И они должны быть готовы. Поэтому они возьмут самых талантливых новичков и распределят их по разным отделам. Иджира не верит в это и думает, что штаб-квартира пытается разделить всех офицеров, которые знали Кафку. Но Мина уверяет его, что это было запланировано уже несколько месяцев и не имеет никакого отношения к Кафке. Но даже после этого остальные не в восторге от того, что покидают третий отдел. Но подумав, Итикава решает согласиться. Позже в тот же день Изума поднимается на крышу, думая о том, чтобы попросить своего отца помочь с Кафкой. Но тут появляется Кагараги, разговаривающий по телефону со своим старым приятелем. Когда он заканчивает разговор, он понимает, что Изума его обидел. Поэтому он садится и говорит, что разговаривал со своим бывшим командиром, пытаясь узнать, может ли он чем-нибудь помочь Кафке. Изума застигнут врасплох, потому что Кагараги не из тех, кто просит о таких услугах. Но он готов сделать все возможное, чтобы Кафка не оказался в могиле. Изума согласен с этим. Что касается Кафки, он твердо намерен доказать, что он все еще человек, чтобы выбраться отсюда живым и вернуться к своей команде. Но тут двери хранилища распахиваются, и появляется сам Шинамия. Кикуру наблюдает за происходящим из комнаты наблюдения и удивляется, когда слышит, как ее отец просит снять с Кафки наручники. Операторы не в восторге от этого. Но если Кафка действительно так силен, как говорят, он может выбраться сам. Он просто сидит там, потому что хочет. Кафка освобождается, надеясь, что Шинамия его выслушает. Но тут генерал Шинамия достает пистолет и начинает стрелять в него. Кафка блокирует пули. Но потом Шинамия подходит ближе и вырывает кусок из живота Кафки. Он ясно дает понять, что не доверяет Кафке и не считает его человеком. Поэтому он приказывает принести оружие. Он готов сделать то, ради чего пришел сюда. Уничтожить кайдзю номер 8. Замки на оружии Шиномии открываются, и Кафка понятия не имеет, что это за перчатки. Но он знает, что они не будут к нему добры, когда Шиномия надевает их, они синхронизируются с его костюмом. Он говорит Кафке, что если тот хочет доказать, что он человек, то лучше умереть, выглядя как человек. Кафка знает, что должен сражаться. Но он планирует сохранять спокойствие и не полностью трансформироваться, чтобы доказать, что он человек. Но в мгновение ока он чувствует леденящее душу давление и вынужден уклоняться, подпрыгивая в воздух. Но в процессе он теряет руку из-за Шиномии. И Шиномия еще не закончил. Он снова нацеливается на Кафку и сбивает его с ног. В комнате наблюдения другие генералы хвалят Шиномию, говоря, что он все еще очень силен для своего возраста, но никто не удивлен, потому что Шиномия был самым сильным солдатом в армии обороны. После того, как Кафка падает на землю, мы видим, что ему пришлось трансформировать большую часть своего тела, чтобы пережить удар оружия Шиномии.
Но у него нет времени на отдых, потому что Шинамия снова нападает на него. Поэтому Кафка убегает со скоростью молнии. Его план состоит в том, чтобы бежать, уклоняясь от атак Шиномии, надеясь, что его костюм в конце концов перегреется. Но Шинамия в конце концов догоняет его и одним мощным ударом отрывает Кафке руку. Кафка восстанавливает руку, но Шинамия продолжает атаковать. Он снова приближается к нему и еще одним ударом отбрасывает его к стене. Кафка на секунду теряет сознание, но приходит в себя как раз вовремя, чтобы увернуться от следующей атаки Шиномии. Он удивляется, почему его кайдзю чувство сходит с ума. Это то же самое чувство, которое он испытывал, когда сражался с девятым. Поэтому он понимает, что Шинамия, должно быть, использует оружие, сделанное из мощного кайдзю. Оружие, которое использует Шинамия, сделано из останков кайдзю номер 2, зверя, который чуть не разрушил Саппора в 1972 году. У него была невероятная разрушительная сила, и он не сдавался, пока не погиб. Так что с оружием, сделанным из такого монстра, и Шиномией, единственным, кто может им пользоваться, он просто неуязвим. Кафка не хочет получить еще один сокрушительный удар. Поэтому он снова пытается увернуться, но не может пошевелиться, потому что Шинамия уже сломал ему обе ноги, прежде чем он это понял. Теперь у Шиномии есть возможность нанести еще один удар, который должен стать для Кафки последним. Но когда пыль оседает, мы видим, что Кафка успевает заблокировать удар, полностью трансформировавшись. Но Кикуру чувствует, что с ним что-то не так, и похоже, она права, потому что Кафка издает леденящий душу крик, от которого содрогается все хранилище. В голове Кафки он полностью парализован, теряет контроль над своим телом, и инстинкты кайдзю берут вверх. Он пытался доказать Шиномии, что он человек, но теперь он практически такой же, как настоящий кайдзю. Тот монстр, с которого все началось, появляется рядом с Кафкой и говорит ему идти и убивать людей. Кафка теряет контроль над своим телом кайдзю. Кайдзю номер 8 бросается на Шиномию с одной целью – убить его. Пока все это происходит, Ичикава усердно тренируется. Поэтому Ихара говорит ему расслабиться и сделать перерыв. Ихара также спрашивает Ичикаву, о чем он думал, когда согласился сменить подразделение. Ичикава отвечает, что хочет стать сильнее. Ихара говорит ему, что он все равно мог бы стать сильнее, если бы остался в их подразделении, и это может быть правдой, но Ичикава хочет стать сильнее как можно быстрее. Он хочет быть тем, кто защитит Кафку в следующий раз, а не всегда нуждаться в защите. Ихара спрашивает, действительно ли Ичикава верит, что Кафка вернется к ним, но он не просто верит в это. Он знает это наверняка. И когда Кафка вернется, он больше не хочет сожалеть о своей слабости. Услышав причины Ичикавы, Ихара тоже решает усердно тренироваться, чтобы не отставать. Но прежде чем они успевают что-то сделать, их прерывают командиры взводов. Они знают, что сегодня штаб-квартира решит, что делать с Кафкой. Так что сейчас трудно сосредоточиться. Но они уверяют Ичикаву и Ихара, что все будет хорошо. Они все отправили письма с просьбой пощадить Кафку, и Мину тоже вызвали. Так что должны быть хорошие новости. Тем временем Мина приходит в штаб-квартиру сил обороны, и ей говорят, что директор Исао Шинамия сейчас тестирует Кафку. Поэтому ей приходится ждать в чертовом конференц-зале, пока он не закончит. Но у нее недостаточно высокий ранг, чтобы сидеть, поэтому ей говорят просто стоять рядом со столом. В то же время бой между Исавом и Кафкой все еще продолжается. И когда Кафка бросается на него, он наносит удар прямо в Исава. Но Исав уклоняется и говорит, что Кафка очень быстр, но все же предсказуем. Оказывается, Исав ошибался насчет предсказуемости Кафки, потому что Кафка выворачивает ему спину и наносит второй удар сразу после этого. И Исаву приходится блокировать его. Он не ожидал, что Кафка изуродует свое тело, чтобы атаковать. Теперь он понимает, что должен быть очень осторожен. Кафка все еще пытается контролировать свое тело кайдзю, чтобы не напасть на Исава. Но это не работает. Его тело наносит шквал ударов и впечатывает Исава в землю. Исаву удается увернуться, ударив Кафку по ноге. Но если бы не крутые щиты перчатки номер 2, он бы погиб от этого удара в одно мгновение. Пока Кафка еще в воздухе, он наносит удар и врезается в стену хранилища. Но потом он присматривается и понимает, что ядра Кафки там нет. Тогда он понимает, что Кафка, должно быть, в последнюю секунду удалил свое ядро, чтобы регенерировать новое тело позади себя. Кафка и Исав сражаются лицом к лицу, и сила настолько велика, что хранилище начинает трескаться под давлением. Они только что потеряли второй слой щитов. Но это ожидаемо, когда два самых крутых кайдзю в мире сражаются там. Номер 8 и номер 2. Однако заместителю кажется странным, что бой длится так долго. Иса мог бы легко убить Кафку своей первой атакой, если бы действительно захотел. Пока Кафка сдерживался, Кикару думает, что это значит, что ее старик пытается дать Кафке шанс проявить себя. Вернувшись на базу третьего подразделения, Кагураги говорит о том, что он присоединился к силам обороны, потому что хотел спасать жизни. Но вместо этого его спас Кафка. Несмотря на то, что Кафка кайдзю, он спас бесчисленное количество жизней и никому не причинил вреда.
Поэтому Кагураги считает, что Кафку нужно судить по его поступкам. Но сейчас его действия направлены на то, чтобы убить Исава. Исао уклоняется от удара Кафки и наносит ему несколько ударов. Но даже несмотря на то, что они выглядели так, будто нанесли урон, прежде чем Исав упал на землю, Кафка вырезает огромный кусок из живота Исава, и дела у него идут не очень хорошо. Кафка все еще делает все возможное, чтобы остановить себя, но ничего не получается, поэтому он продолжает атаковать Исава. Исаву приходится защищаться, используя перчатки как щиты, но Кафка все равно побеждает его и отправляет в полет. В качестве последней попытки Исао высвобождает всю мощь перчаток номер 2 и стреляет в Кафку энергетическим зарядом. Но это ему не помогает. И Кафка отвечает своим энергетическим зарядом. Затем он хватает Исава за перчатки и впечатывает его в стену. Все это время Кафка отчаянно пытается остановиться, потому что не хочет убивать старика Кикару, пока она смотрит. Кикару не может смотреть, как ее старик находится на грани смерти, и она вспоминает обещание, которое дала Кафке, что убьет его, если он когда-нибудь станет угрозой для человечества. Но она все еще хочет верить, что Кафка сможет взять себя в руки. Кафка изо всех сил пытается вернуть контроль над своим телом. Но тут, откуда ни возьмись, появляется этот чертов кайдзю-червь и откусывает от него большой кусок. Похоже, Кафка окончательно потерял контроль над своим телом. И Исав сожалеет о своем решении дать Кафке шанс. Но пока Кафка погружен в свои мысли, он вспоминает, как Мина сказала, что будет ждать его. И это дает ему силы сделать последний рывок, чтобы вернуть контроль. Поэтому, прежде чем он успевает убить Исава, он пронзает себя в грудь. И прямо перед тем, как потерять сознание, он снова говорит Исаву, что он не просто кайдзю, он чертов человек. После того, как Кафка падает, Наруми приставляет клинок к его шее, но Исав говорит Наруми отступить. Наруми неохотно убирает клинок и приказывает своим людям отступить. Но Исав на самом деле попросил Наруми, командира первого подразделения, прикрыть его. И хотя Исаву надрали задницу, он отказался дать сигнал к атаке. Исав утверждает, что у него все было под контролем, хотя Кафка оказался немного сильнее, чем он думал. Затем он вызывает медиков с базы, чтобы они забрали Кафку на лечение, потому что его ядро может быть повреждено. Тем временем Наруми спрашивает Исава, что он собирается делать с Кафкой. И кажется, что Исав уже принял решение. Позже они проводят собрание, на котором говорят Мине, что Исав уже решил, что будет с Кафкой. Но они хотят услышать показания Мины как его командира. Она присматривала за Кафкой с того дня, как он присоединился к силам обороны. Но записи показывают, что до этого момента он был знаком с Кафкой. Мина подтверждает, что это правда, но добавляет, что никогда не относилась к нему по-особенному. Совет знает, что это правда, потому что Мина даже провалила Кафку на экзамене. И именно Хасина хотел, чтобы его приняли. И прежде чем они начнут, они ясно дают понять Мине, что решение уже принято, поэтому ее показания не изменят судьбу Кафки. Они просто просят ее дать показания для оформления документов. Они не хотят, чтобы она чувствовала себя ответственной за любой исход. Мина понимает это и начинает рассказывать о Кафке. Она не может точно сказать, человек он или кайдзю, но может поручиться за его действия как члена сил обороны. Во время инцидента с кайдзю грибом Кафка помог своей команде, найдя репродуктивные органы, которые могли бы вызвать массовую катастрофу в городе. И самое главное, он спас всех в третьем подразделении и окрестностях от уничтожения бомбой кайдзю. Членов Совета, похоже, не волнуют жизни, которые спас Кафка. Вместо этого они говорят, что он справился только благодаря своим способностям кайдзю. Мина не отрицает этого, потому что когда он только присоединился, его боевая мощь была на нуле, поэтому его приняли только в качестве запасного. И до этого он провалил экзамен 12 раз, так что по возрасту он самый старший в ее команде. Но даже несмотря на это и на то, что его тело превратилось в кайдзю, он никогда не переставал спасать людей. Из всех, кого она знает, Кафка больше всех ненавидит сдаваться, и в нем больше человечности, чем в ком-либо другом. Если они будут что-то учитывать при принятии решения о судьбе Кафки, Мина считает, что это должно быть его сердце. Члены Совета возмущаются, потому что они не спрашивали ее личного мнения. Но Исав благодарит Мину за уделенное время и говорит, что она может вернуться на свой пост. Как только Мина уходит, другие члены Совета думают, что могут просто проигнорировать все, что она сказала, и казнить Кафку. Но окончательное решение все еще за Исавом. В медицинском отсеке Кафку лечат от ран. И хотя он без сознания, мы узнаем, что он ненавидит кайдзю после того, что они сделали с Миной, когда они были детьми. Поэтому он решил, что если он превратится в настоящего кайдзю и сойдет с ума, то лучше умрет человеком. Кафка просыпается позже на больничной койке и удивляется, что еще жив. Но потом он видит Исава, сидящего рядом с ним. Исав говорит Кафке, что пришел не для того, чтобы причинить ему боль. И Кафка рад, что не убил Исава, потому что не смог бы смотреть в глаза Кикару, если бы это сделал.
Затем он спрашивает, принял ли его совет как человек. Но Исав говорит ему, что если бы Кафка действительно был человеком, то удар ножом в грудь был бы смертельным, но он выжил. Совет решил, что Кафка кайдзю без сомнения. Но представляет ли он угрозу или нет, пока неизвестно. Сейчас есть много людей, которые не хотят оставлять Кафку в живых. Когда Исав сказал не превращать Кафку в оборудование кайдзю, а оставить его в живых и сражаться за них, все в комнате начали возмущаться. Они говорят, что слишком рискованно позволять кайдзю сражаться на их стороне. Но после того, как Исав увидел, что Кафка готов покончить с собой, а не стать полноценным кайдзю, он решил, что они могут доверять ему и контролировать его. Известно, что Кафка уже несколько месяцев без проблем выполняет задания с третьим подразделением. И даже не ясно, будет ли оружие, сделанное из его тела, эффективным. Так что оставить его в живых – самый логичный выбор в борьбе с недавним всплеском мощных кайдзю. Остальные продолжают спорить, что такого прецедента еще не было. Но Исаву плевать, считается ли это военным преступлением, если это обеспечивает безопасность страны. Он напоминает им о трагедии, случившейся с Кайдзю-6. В той битве погибло более 200 офицеров и 3 лидеров, включая его жену. Если что-то подобное случится снова с целой кучей кайдзю, страна может легко развалиться. Но если они используют невероятную силу Кафки, у них может появиться шанс. Даже несмотря на все аргументы Исава, остальные члены Совета все еще категорически против этого решения. Так что хотя Кафке теперь разрешено дышать, он должен доказать свою ценность, если хочет выжить. Даже если силы обороны видят в Кафке только оружие, он все равно считает себя офицером сил обороны. Он клянется, что в конце концов заставит Исава признать его таковым. Тем временем, когда Мина выходит из здания, она получает сообщение, что Кафку больше не казнят, и она чертовски этому рада. Кикару получает сообщение от Мины с хорошими новостями, и она на 7-м небе от счастья. Но она также знает, что не может слишком радоваться этому, потому что ей нужно стать сильнее, иначе она не сможет сдержать свое обещание Кафке и остановить его, если он снова потеряет контроль. Итикава и остальные тоже узнают об этом. Ихара прыгает от радости, когда слышит это. Итикава остается довольно спокойным, потому что он уже знал, что Кафка найдет способ вернуться к ним. Поэтому он будет еще усерднее тренироваться, чтобы стать сильнее к тому времени, когда Кафка вернется. Каноми и Хасина тоже слышат эту новость, но хотя Хасина рад за Кафку, он знает, что настоящие испытания только начинаются. Как только другие организации узнают, что в их команде есть кайдзю, они поднимут шум. Пока это секрет, но рано или поздно люди узнают. Поэтому Кафке нужно доказать свою ценность до того, как это произойдет, чтобы никто не жаловался на его присутствие. Это будет очень тяжелая работа. Но Кафка готов сделать все, что потребуется. Тем временем кайдзю номер 9 захватывает мировые шахматные рейтинги, чтобы проверить, насколько умны люди, и он не впечатлен. На индивидуальном уровне люди не так уж и умны. Но их сила в том, что они делятся информацией друг с другом. Так что ему просто нужно это учитывать. Он связывается с одним из своих клонов и спрашивает, как продвигается работа. Клон говорит ему, что они изучили базу, так что они готовы перейти к следующему этапу своего плана. И этот план состоит в том, чтобы вернуть силу кайдзю, которая оказалась в руках людей. Это был конец 1-го сезона. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на новые обзоры аниме.